Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые карачунчики, всем категорический привет. Пламенный у нас сегодня премьера, а именно Джаггер. Да, он же Ягер, он же очередная стеклянная ПТ в игре, да. Ну, как бы, если коротко, то это, конечно же, не ПТ, а средний танк. Да. Ну и как бы с виду сразу все понятно. Единственное, что у него есть система доглатывания, на которой мы сегодня будем делать ахт. Всем приятного настроения, приятного времяпрепровождения. Come on, let's go. Если коротко, быстро ездит, вот, но вертится дерьмово и жопой плохо, кстати, катится назад. С турбиной 19, ну окей, да, что еще? Есть УВН, брони нету. Вот эта штука рикошетит, все, что нужно знать. Да, кстати, очень похоже шасси на шасси Мардера, так называемое БМП. Андрюха, здорово, привет, уважаемый, мой лайк и коммент, хорошо. Рука пожата, хорошо, когда к тебе, я понял. Давай, братан, проеба тебя на работе, чтобы начальник не смотрел косо. Так. Так, ну я думаю, что да, все работает. Поехали. Я, блин, очень недоволен тем, что ни хера не выспался, потому что котейка, ублюдок, снова бесоебил. Вот, нам каким-то образом придется выспаться в течение стрима. Да, между катками будем досыпать. Я сам себя начальник, красава. Ну, значит, хозяин жизни. Слушайте, не работает. Не работает. Но мне до сих пор не показывают мои танки в ангаре. Короче, патч вышел уверенный. Гринч, здорово, родная ведущая. Мое. Ладно, сейчас она озвучится. Я опередил время. Ведущему мое ви-ви-ви-ви-ви. Хорошего стрима. Спасибо, Я братан. пополз на работку. Спасибо, родные. Легкого рабочего дня. Все будет за босса. Все будет за босса. Заходи на стримец. Да, радует, что мы на девятке. Тут хотя бы не будет идиотских сетапов, правильно? Бандыч мой. Вчера короткий стрим ожил у нас. Не с начала стрима, но ожил. Интересно, оживет ли сегодня? Если живет, это будет такая благодать. На. Фигово, что они не подкалиберную голду сделали, тут просто, да, очень неудобно будет скипать кумули и вот это все на танке с системой доглатывания. Господи, чуть объехал. 300 bucks. Так. Знаете, что я подумал? Его можно сравнивать с шарфиком, и шарфик во всем лучше. К сожалению, это так. К сожалению, это так. Он быстрее, у него такой же КД барабана, у него между тычками 4, а не 5. У него 4 тычки в барабане, а не 3. Вот. Такая же альфа. Да, при том, что шарфик ни в коем случае нельзя назвать чем-то мега сумасшедшим. Ну, кстати, он стреляет тоже точно, и про шарфика. Этот... Я сыграл на нем всего одну катку, да, и я рискну предположить, что возможно еще нам рановато судить насчет того, насколько точный танк. Но есть ощущение, что он прям за боссом. Прям за боссом. Ну все, отметку апнули, можно вон туда вниз. Че так долго спишь? Да, я недолго сплю, я госпожу на поезд возил.
Вот. Гачеслав в 4 утра встал, еще с котом нянчился, блин, полночь. Приехал, пока поел, там в такой магазин надо было сходить. Ну и плюс стримец, я собирался очень-очень долгий необрезанный делать. Он херово что-то насветил, да, этот бомж проехал, не начекавшись. И Каен даже так проехал. А как раз таки наоборот, я, блин, ни хера не выспался, пацаны. Вот, надо как-то подсобрать гудок в кулачок. Но я тут, наверное, уже не помощник этим бомжам грязным. Кабачковые бомжи. Да, ну идите в жопу. Они еще просто знают, что здесь танк без брони стоит. Перестреляться с ними. Сами разберутся. Блин, ну здорово, слушайте, нам дали подышать тут. Без арты запустили подливовку. Very good, very nice. Я, честно говоря, не совсем понимаю... Ладно. Ладно. Да, я думаю, мы здесь победим. Ага. Мне, кстати, вот надо поискать моменты, в которых мы сможем жестко рамсануть. АТС-ку вздернули. АТС-ку вздернули. Новый как? Новый как? БЗ, я так понимаю, дал заднего там. Дал в заднего. Да, нет, он здесь терпит. Ну, этого придурка убьют и рамсану. Хорош, минус одно. Минус одно очко, а где минус второе? Да, епта, выйти ты рамсани. Хорошо. И как я мог просто критануть туда? Да уж, ну печально. Печально, потому что я почему-то ему просто дал борт без урона. Ладно, это по сути мы разменялись, да, получается? Новый кок, новый кок. Туфет как перебираем. Планочка вчера было 450 на вот эту бебру. Ну, как будто бы многовато, да? Смешно светили. Действительно поехавшие. Вот твою мать. Куда мне не провел? Ну, вообще в ЛД может быть рикошет. Я вам официально заявляю. Вот это пиздец, конечно. Почему-то Ру-6 подлагивает. Бля. Ну где сушка? Ассиста по гусле не произошло. Сразу заремкался. У него, наверное, мод свиной там с ремонтом. Что я скажу. Есть такой для ЛТ-водов, упырей грязных.
Автоматически ремкается гусля. На гусля. На гусля. Новый кок, новый кок. Ну, поехали, как будто бы, да, будем считать, что они вот сюда улетели. Поехали встретим. Короче, проблему сведения, да, дерьмовый стабы, точнее, мы так и не решили. Придется ехать в лес разбираться. Меня до сих пор не нашли. Интересно. Интересно. Блядки базу заберут. Наши. Бля, я так и знал, ё что в это дерьмо зафейлится тычка. И вторая. Блядь, ну ладно. Ладно. Не выхватил на 500. Очень смешно. Ну, бывает. Бывает, очень подозрительно тычки криво полетели. Точно надо было в этого второго разряжаться, все было бы хорошо. Ну, хер бы с ним. Хер бы с ним. Пошли читать комментарии. Все, тогда прими мои извинения. Хорошо, принимаю. Если они искренние, тогда принимаем. Антон, здорово. Так, что там за сундук? Проклятие Пандора. Чего? Да на ВК Play мне там что-то как будто бы выпало. Новый как? Новый как? Запустился режим. Сначала висел с 4, а теперь перед стримом было написано, что через 5 минут стартует. Один раз посмотрел до начала, там как раз как вчера, до вечера. Второй раз посмотрел, все. Теперь уже нормально. Новый кок, новый кок. Саксамдик, давай, дружок. Давайте попытаюсь снова это сделать. Они за ночь не починили. Да. Ну, короче, 265Т тоже не очень. Вчера посмотрел, как играть на нем, я понял. Мне не выпадал. Я тут на досуге посмотрел Collision модель Золга этого. Блин, ну, знаете что, это просто упырь какой-то. Это просто упырь, а не танк. Он в пояс шьется голдецом. Нормально шьется. Да, под башню. НЛД огромная, в нее суют. На башне огромная шишка, в нее очевидно суют. Бля. Ну, фальш-борта, да, я думаю, что поначалу много кто в них будет стрелять. Да, ну вообще... Все, что за гусеницы, тоже можно пробивать, короче. Бля. Ну, а супертяжем не назвать. Это надо понимать. Хотя, допустим, по сравнению с тем же Е100, возможно, он и неплохой. Да не, на Е100 можно морду отвернуть, все будет чики-брики. А там из-за пояса этого, из-за пояса верности. А как он рамбует потно, ёб твою мать. Ой-ой-ой. Подожди, а это... это встречка, fuck you. Поехали нахер отсюда.
Поехали отсюда, от Седова нахер. Новый кок, новый кок. Да, вот я запизделся и, короче, провтыкал жопу свою. Да, вот он, блин, без пантера приехала. Ну, прям из кустов, кстати, все это. Вот этих вот. Да. Да. Ничего он захочет. Да, это, кстати, высоко выезжал, когда я съебывал как раз таки. Шикарно. Блин, ну я бы сказал, что это снайперский танк. Да? Ну и плюс за счет барабана можно будет где-нибудь подрамсить спереди. Бля. Там непотребство. Здоров. Здорово, родная. Заебал. 1,5 недели сидел на больничном. Ты Первый охуел. с младшим сыном, а потом и сам. Красава. Первый день вышел на работу. Настроение насрать кому-нибудь в тапки и лечь спать. Ага. На стриме сиди и не выебывайся. Все будет хорошо. Будет хорошо. Смотри, танки, время прилетит вообще незаметно. О! Я тоже, блин, не выспавшийся, как аж меня так пизды себя чувствую. Слушайте, давайте мы... Я думаю, настало время зарядить кумуле. ВН пьет пиво. И замочек открывать. Просто тортяночка поедет вперед. Я думаю, рано или поздно. Ешь, Сымин. Ешь, Сымин. Может, гейбой. Ну-ка, поехали, тортянка откатился. Хорошо. За пояс. Пей пиво про запас, это круто. Ой, в крышу зашло. Тачка. Да, все там расвиставка пошла. Ну, это даже хорошо, Тортяна там будет проще поймать, так, чтобы не поймать с него. Подловить, так, чтобы от него не поймать. Правильно, ребята, говорите, не слушайте Вячеслава. Когда Сагдик. Когда встает твой друг. Ну и что ты не убьешь его? Блядь. Ну, эйнал следа. Не чекнули. Бля, смешно. Бля, пускай сам с ним разбирается. Меня вот настолько, блядь, не интересуют его проблемы вот эти кабачковые, даже не представляете. Выпей именно. Бля, да ты охуел. Просто как? Ладно, ну так. Ешься именно. Так, зато меня стрелял, правильно понял? Есть мясо, ешь мясо, Олег. Бля, я эту строчку не слышал, и она звучит охуенно круто.
Ешь мясо, Олег, блядь. Слышь, Олег. Ешь сымин, Олег. Да ты охуел. Ну давай тычку. А я понял. Бля, ублюдок на Т-34 подсунул такое непотребство подсунул, да? Собачий поступок. Ни много ни мало. Что Тортянка еще не пробивалась, куда должен был пробиваться. Кумулем на 320 очков. Подозрение, что это хуйня. Тут башня целиком крутится или нет? Пейсы имен с хмеля. Ну, знаете, что я не хочу вперед ехать. Взял назад, свалил. Fuck you. Пейсы имен. Ду эйну. Девиз. Танковый девиз. Пей пиво. Ду эйну. Ой, хорош. Я хочу вот так вот как-нибудь это сделать, чтобы Т-34 у меня очко не отстрелил. Да ты охуел, бля. Ой-ой-ой. Ешь мясо, Олег, блядь. Блядь, Олег, ешь мясо, сука. На своем лимузине так, конечно, не рамсанул. Да, все, пиздец. Хорош. Ешь мясо, Олег. Я сейчас арточка вдернет. Ешь мясо, Олег. Ренегейт затерпел. Позвоните Олегу, скорее, чтоб мясо ел, он охуел. Кто-то ему не подсунул. А я? Да иди ты в жопу. Ой, да-да-да-да-да. Да-да-да. Так, читаем комментарии. Млеха 54 в разы лучше. Ну, есть такое подозрение, да, потому что ТТХ сравним. Я думаю, что Млеха лучше ездит. Там броня посложнее, позатейливее. Так, значит. Окей, Google, здорово. Эрни, здорово. Будешь убивать новый 10-й танк? Не буду. Не буду. Если случайно выпадет, окей. Так оно нам не надо. Во-первых, слишком дорого, а во-вторых, ради чего? Чтобы на нем поиграть один стрим и сказать, идите в жопу. Ну, его в аренду дадут по-любому, да, на 5 боев. За эти 5 боев мы наиграемся, и это и все. А это и все. Чупа-чуп, здорово, родной. Спасибо за 169 рублей. Легкого тебе рабочего дня. Пошли всех в жопу. В жопу. Поехали дальше. Олег, ешь мясо, заебал.
Так, короче, знаете что? Этот танк можно с шарфиком сравнивать. И шарфик-то лучше. А шарфик-то лучше будет. Как авария. Эх, жаль, мы на шарфике 3 отметки взяли уже 100 лет назад. Я бы на нем покатался еще. Или может быть... А, нет, на 100% не хочу. Не хочу, хотя, если надо, поможем. Ну, просто танк не хайповый, да. Ладно, если бы его только ввели. Можно было бы пойти на нем на 3 отметоса. Да. Ну вот. Вот интересный эжектор в форме фауст патрона, скорее всего, срисовывали. Это надо понимать. Поехали в город. Хватит 5 боев попробуйте. Да, конечно. Меня в первом же бою пробивают в пояс верности, да, который под башней. И напихает еще кабачок в НЛД. Ну вот и все. Ну вот и все. Не, ладно, он номинально прикольненький по ТТХ. Но единственная фишка, которая у него есть, давайте объективно, это, наверное, альфа 560. Хотя вот есть БЗ-74, который жестко имбать, надо признать все-таки. Да, там танк, так танк. И, кстати, это такое же бабло примерно, да, если бы в него донатили, конечно. Бобус поехал подлавливать свиней здесь. Грязный грабитель. Угу. Я что-то думал, он там за домами терпит, а он вот прям... Я в него прям в жесточайшем простреле находился. Что-то не отстреливает. Потому что не может. Через не можу надо отстреливать здесь, я вам вот гайд делаю. По этой карте. Здесь можно отстреливать, но только через не можу. Вот отсюда можно реально отстреливать гудки пацанам. Ну вот если бы я был порасторопнее, я бы это сделал. Это бы было уже S-Weekend. За кустиком стреляй, чтобы меня не начекали, но скорее всего, да, все равно начекают. Да. Плюс, вот, честно говоря, девственникам не хватает уверенности в себе, чтобы поехать вперед и рамсануть. Мы здесь можем это сделать. Мы здесь можем это сделать. Только без вертух. Просто мог с вертухи подсунуть в леопарда, а забрызгало бы меня. Понял. Тогда смотрю стримы и не улыбаюсь. Все верно. Все верно. Я тоже чувствую себя шметком пизды, я уже говорил, я не выспался ни хера. Вот, потому что котейка у меня молодой и дерзкий. Туф, это как. Он хочет. Что? У него дальний каток сбил с урона, при том, что он куда-то не сюда попал. Я так понимаю, это магия советского. Магия вне Кремля. Били! Там где-то 7 кружит, вот он хочет точно. Надо подсунуть мою юную на СВФ. Опять меня чекнул. Этот же ублюдок меня еще и чекнул в щелку здесь. А как? Надеюсь, он не вернется. У меня пожилое сердце начало чаще биться, потому что ублюдок может захотеть пострелять в новенький танчик.
быка кританул, но это свинский поступок. Да, я бы даже сказал собачий. Я надеялся, что там есть щелочка, вот еще один еретик, который хотел меня, да? Ломай хату жопой, красава. Fuck you, с вертухи рикошет давай. Хорошо. Хорошо. I'll be right happy to. Бели. Я напоминаю, каждый может заказать песню на стриме, да, на свой вкус. Даже такую жаркую, как та, которая играет вот прямо сейчас. Да-да-да, Билли, заживи, говно. Он вернулся, но не сказал. Fucking sleep. Отлично. Отлично. Так, чекаем комменты. Так, нас на стриме мы, кстати, чекнули. Корни, пусть. За музыки, кстати, троху корректирует короткий стрим. В плане просмотров. Главное, пацаны, и другим местах. Чупа-чупс, мое почтение, родной. Nice S моя в пыли. Да, планка такая же, как вчера на нем. Ну, нормальные трезвые люди наиграются. Поду пойдет. Как танк на что похоже, как к ним играть? Ну, шарфутюр. Такой же, как шарфутюр, только во всем хуже. Да, либо такой же. Интересно, после музыки короткий стрим станет с колен или не станет? Будем посмотреть. Будем посмотреть. Надо, наверное, ставить плашку клипов, чтобы и на коротком стриме было видно, что там играет. Да. Вот есть подозрение, что на нем большинство каток вот таких вот и будет. Ты где-то напихаешь 1003 с копейками и трохи не подуспеешь. Если ты вернулся, то надеюсь, для того, чтобы сказать мне сагдик. Он сарайный, кстати, он намного больше, чем шарфик. Шарфик где-то вот с вафельницу. Да, он трохи побольше. Ну и смысл такой же брони. Вот сюда вот можно очень жирно рикошетить. Прям как у шарфутюра. Я вернулся, чтоб сказать тебе сагдик. Ну, come on, let's go. Как раз шарфика уже мусолят. Йогуртом по губам. Отлично. Кобра поймал по щам с кустов. Ой, они тут прям в составе. Ну, раз уж мы здесь пососали кабачок, я думаю, пора бы вот так вот сделать. Да, потому что если русло реки вот этой пересохшей просирается, то делать здесь ничего дальше.
Особенно в первой линии. Это так можно назвать, конечно. От fucking slaves, и от тебя мне не уйти. Слушайте, он выставлялся. И эта модель выставлялась. Жми лайк, если тоже проделал хорни путь. Ждем. Ждем. Ну, я больше жду не столько, чтобы пацаны подставили, сколько развития ситуации. Будут ли они там давить? Скорее всего, они должны заскучать здесь, да, потому что тут пацаны подставляются. Хотя пацаны подставляются, знаете ли. Здесь можно прострел хороший сделать. Ням-ням. Егор там по губам. Клэс. Чекнули. Он очень плохо жопа ездит, даже с этим, даже с турбиной. При том, что у него максималка вроде трезвая жопой, да, но вся проблема в том, что он ее плохо набирает. Как бы это смешно не звучало. Да. Ням-ням. Ёбгур там по губам. Здорово. Великолепно. А еще он обязательно должен в морду гореть, потому что у него двигатель как раз таки спереди. А хотя, подождите. Да. Ну, по крайней мере, трансмиссия точно спереди. Ням-ням. Их там дохера. Никто не собирается сливаться, по крайней мере, пока что. Нам это не на руку. Я потому что думал, что пацаны захотят грязи и пойдут очень-очень-очень быстро вперед. Вот так вот. Ага. Возможно, там этот Лёшка сидел. Я чекну все комменты, господа, после каточки. Окей, по рукам. Ну да, они почему-то не захотели давить. Интересно, почему? Блин, ну на самом деле, вот по этим пострелять не вариант, да. Здесь, ладно, может кто-то подснайперить, но поскольку пацаны уже оседлали кабачки, мне бы тоже откатить. Я думаю, что они раньше это сделают. Вроде как стояли, да. И слились. И слились. А, дерьмовенько, вот я не люблю крысить, но единственное, что, видите, нам обстоятельства как бы располагает к крысиному геймплею. Хватает вот этого ублюдка. Там выше ворот все равно летело. Билли Хэрингтон. Утоли мой факен эйнал. Натали. А вот в таком положении я бы смог в него вкинуть.
В этого, кстати, тоже. Но почему-то пробойчика нет, а вот так вот есть. Да, тычки летят здорово, можно, я думаю, уже утверждать даже. Он за труп заехал. Хитер, сутенер. Что мы будем делать теперь? Дозаряжаться. Правильно, будем дозаряжаться. Ну, доживи. Хорошо. Можно было не дозаряжаться. Такая разница между тычками не особо. Просто стрелять подряд, да и все. Да и все. Ну, я без кумуля ему ничего не сделаю. Этим подождем кого-нибудь поопаснее. Да, кто-нибудь поопаснее. Какой-то кореш по опасному бизнесу по-любому должен выкатиться. Я проделал хорный путь. Надо было плескануть разок хотя бы в кепку тортянки, да, что это он так без оплаты покатался. Вот это молодец. Он большой молодец. Офигеть. Вот и скипаем на кумулек. Хотя, честно говоря, знаете что, зря. Зря. Доехать дальше. Не так сильно долго здесь терплю. Во-первых, можно отсюда, с этого холмика под носу. Во-вторых, мы уже побеждаем. Хоть и по хп, кстати, не ведем, но побеждаем. Точка. Точка. Ну, конечно, когда башни назад смотрят, вообще хер знает, что это за танк. Да. Это еретиковая повозка. Ну, там где-то К-91 терпит. Ну, можно смело туда вот посовывать по кустам. Там пацаны не обкашляли ни с Крайслером, да, ни со Скорпионом. Да, ёб твою мать, да ты охерел совсем. Или не совсем. Угу. Угу. На, вот так я откачу. Ты так не стой, браток. А почему я свечусь? Все еще. О. А? Да, он все-таки вбачил меня. Ой, блядь. Ну там оставаться тоже так себе была затея. Старый пидор 75-го года рождения. Набрали танков, толку нет. Абсолютно. Еще блайнд поймаю. Старый пидор. Блин, ну на самом деле, если бы у меня просто вылетела альфа в Скорпиона, я бы честно поехал, дал 2 тычки в этого кренделя, да, а может даже и 3. Все было в ЗБС, не надо было бы терпеть за углом. По итогу я хапанул лишнего. Да, там Алекс выстегивает.
Интересно, базик поедет, рамсить или не поедет. Даже плотненькая кисонька. Плотненькая кисонька. Но это хорошо, что не турбач. Можно поиграть, да, поперестрелиться, потому что, мне кажется, на этом танке турбача погоды не сделаешь. Я бы так выразился. Ты квадробер, я хобби-хорсер. Просто осторожно. Танковый хобби-хорсер. Так, далее что? Дэн Росса, здорово. Если что, между каточками чекаю комменты, да, но многие трудящиеся жалуются, что не своевременно все равно, поэтому я пытаюсь во время боя подчекивать. Наконец-то он приехал, ёпта. Заждались в ангаре, блин. Хобби-хорсер. Хобби-хорсер, молодец! О, другое дело. Другое дело. Будет блайнд или не будет? Потому что если будет блайнд, тогда это увенчается отсосом. Затея увенчается отсосом. Да пошел ты. Ну, другое дело. Уличный хобби-хорсер. И андеграунд квадровер. Меня отсюда увидит или не увидит? О, можно было его убивать, кстати. Видите, куда он поехал? Бля, какое ты чучело. Пиздец. Он просто поехал за мной? Ну, чтобы убить новый танчик. Естественно. Ну, естественно. А если бы у меня в него тычка, которая нормально выстрел зашла, мы бы его без освета пустили. И не было проблем. А до этого у меня тычка альфа не прошла в Скорпиона. 5 хп оставил. Пришлось добирать. Вот вам из этого катка и состоит. Могли бы выиграть, по итогу не выиграли. Так, пошли почекаем комменты дальше. Волосатая нога, спасибо за подписку на Троа. Друзья, если что, стрим идет параллельно не только в коротком виде, да, не в формате шорс, но и в полноценном. Можно зайти на канал и выбрать подходящую для вас трансляцию, обе онлайн, короткая и полноценная. Также на ВК Play, на Троа и даже во ВКонтакте. Для скуфов во ВКонтакте. Да, в группе там есть стримец, все дела, ссылки в описании. Госпожа душилась, бокал стоял в комнате, госпожа надушилась духами, теперь бокал пахнет духами. Да уж. Да, хотелось бы, чтобы он пах чем-то влажным и мохнатым. Осуждаю. Осуждаю. Ну ладно. Так, играем пока что в 4000 пойдет. Так, все комменты. Бобер Курва, здорово. Б. Поехали дальше. Курва бобер. Ты меня называла. Да, очень, короче, расстраивает меня, что я, блин, не выспанная сопелька. Мы как-то должны отстримить часов 8, а то и побольше. Каким образом это сделать, лишь одним богам известно. Хотя, ну ладно. С котом ни хера не поделаешь, да, будет бесоебить. А то сейчас спит. Короче, кот ночью бесоебит. Как только госпожа уходит на работу, он провожает и идет спать. Либо он бесоебит, его ночью берешь, уходишь в другую комнату, садишься с ним, и он просто лежит, смотрит и урчит.
Шоколадный дейк. Кстати, вот эта вот шляпа. А почему его называют ведьмаком, я не понимаю. Типа что, курватанг польский или что? Или что? Бобер Курва, молодец. Политик, лидер и боец. Я начинаю понимать, что к чему. А, он на этой хероте просто с вертухи. Ни хера себе дает. Ладно. Ладно, базара нет. Я еще думал, ну пока он закатится, я досведусь, дам ему тычку. Да, и он там уже и того. Угу. Я все еще засветил. Я реально... Ну ладно, хорошо. Там 277, кстати. Слишком высоко стоит. Да уж. Что пацаны не дают дышать, видимо, мы реально будем сегодня крысить этот весь стрим. Честно говоря, грустно. Я настолько не любитель этих дел. Иди в жопу. Иди в жопу. Вы заметили, что слишком много курватанков вводят? Видимо, пшейки там совсем в этом... В геогейминге распоясались. Я лучше в этого салона. Нам помягче будет. Позговорчивее тоже. Алёшка AFK стоит у нас на базе. Хорошо, мы его потом поразмениваем обязательно. А, только желательно не из куста, потому что слишком банально в нем стоять, а вот так вот в самый раз. Алёшка пришел в себя. Ну-ка давай вот это вот. Я его провоцирую на активную игру. Да ты охерел, блядь. Как они вычекивают меня на православной ПТХе? Болтом стреляет, трясет передо мной. Какие-то банные замашки эти, да? Надо дальше отъехать. И не хочу, чтобы со мной приключилась беда. ВЛД можно запихнуть. Сорвался. Еретик. Сорвался. Ой, бля, как близко было. Да иди ты нахуй, господи. Он меня просто на максимальной отрисовке высвечивает сразу же после тычки, прикиньте. Ну-ка давайте мы гладецо зарядим. И мне еще этот пудель как-то подсунул. Просто сволочь. Просто сволочь. Ну-ка, мы ему капнем так или нет? Ой, уже не капнем, слишком далеко. А сейчас Пшек еще подъедет поближе. Да уж. Ну это смешно. То есть эту вафельницу не нажмыхали, да? Без брони. Под артой все дела стоит. Никто ему не запихал. Я вон херово гору хп потерял. Ни за что не прошло причем.
Хорошо, что не чекнул. Так, здесь мы не скинемся. Блин, дерьмово, что я на кумулях. Ладно, зарядили так зарядили. Да, но... Можно было и не заряжать. О. О. Покажи НЛД. Покажи, 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 покажи НЛД. Вон другое дело. Ой, как хорошо. Все, дальше на подколах. Ну что, я думаю, мы сможем разменять арточку, если 430 приедет. Будет себя как-то плохо вести. Мы затребуем у него НЛД. Нас Ебор где-то по тылам там рыщет. Блять, вот второй раз такой фейл сегодня. Это что такое? А? Это что такое? Эх, сука, не захотел досасывать, а зря. Мы еще подстроили бы в него. Покажи, покажи, покажи НЛД. Бля. Сука, чё подставные бои? Ну, конечно, там катался по тылам. Да уж, ну неприятная катка, неприятная. Так, пошли комменты глянем. Саня, Ара, привет. Привет, какую посоветуешь вкачать ПТ, наверное, или огнеметный танк? ПТ для ЛБЗ. ЛТ. Тестовый ЛТ нормальный танк. Максимально универсальный. Ёпта, сурда. Максимально универсальный и подойдет для всего. Для насвета, да, там, для, не знаю, для ассиста, чего угодно. Вот тестовый ЛТ идеально подходит. Да, потому что остальные танки, они более узко специализированные. Так, для критов, кстати, внутренних модулей тоже подойдет. Так, пошли дочекаем все остальные комменты. Быстренько. Видеосъемка, здорово, братан. Среди молодых пидоров еще больше. Такой молодой, а уже пидор. Я где-то видел интересную статистику. Доля просмотров гей-веб-сайтов самая высокая в южных регионах России, в районе Чечни и так далее. Вот. За статистику не ручаюсь, вот, но повод для размышлений и дискуссий. Ебасоси, здорово, родной, но как-то дрочь тебя. Ну, шарф и тюр только хуже. Шарф и тюр только во всем чуть-чуть хуже. Вот, но нравится, что на нем тычки летят нормально. Да, то есть он, условно говоря, висеть не должен. Ну, пока что меня не бесит, по крайней мере. Вот. Вот. Ну, короче, обязательным к покупке, я бы его не назвал, да, хороший Totals для статистов, либо любителей кустов. Вполне себе. Вполне себе. Покажи, покажи мне Камчат. ФГС вам в башню. Никнейм. Ну, он, видите, такой же боброчка, он катается. И вот еще один такой. Ну, люди навыбивали. Люди молодцы.
Может быть, еще в одно место со мной поедет, но это будет грустно. Да, потому что будет мешать. Ладно, не в одно. Не в одно. Я уже заскулил, да, блин, как обычно. Давайте какой-нибудь Nice S сюда. Ну как Nice S красиво, йо. Засымен накормить. Подтолкнули его там. Пошел ты в жопу. А что за дерьмо такое? Это Ведьмак? А, типа он в этом, в 3D стиле Ведьмак называется, я правильно понял? Интересно. Интересно. Ну почему не фэткак? Осуждаю. Осуждаю. Любые признаки фэткоков осуждаем категорически. А, я понял. Ну как-то грустненько оно все выглядит, да? Со щепоткой омерзения. Покажи, 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 покажи мне фэт. Как? Дед выехал бы, рамсанул как человек, да? Глядишь бы, постреляли бы на нем. Ах ты, сучка, он даже толком не свелся, прикиньте, но еретик. Просто еретик. Ага. Да уж. Да уж. Дед что там воспитывает, смотрите. Младшего брата. Хотя, знаете что? Это такой танк жирный, это надо понимать, да? И жопа вот эта жирная. Фу. Не вкатывает. Господь, Господь. Но вы... Да уж, что-то не могу нормально разменять пацану. Да, ясен хер. Но ясен хер. Где даже там стаба сумасшедшая, конечно. А как же еще Алешенька? Короче, 2 раза просто не сводясь, просто сбрызгивает мне в гудок. Просто здравствуй, просто как дела? Нам бы вот здесь вот теперь помочь пацанам дотерпеть, иначе тут уже мы ничего не дотащим. Ничего. Но я, забегая вперед, скажу, что у нас не получится им помочь дотерпеть. У нас только получится разделить с ними участь. Да, 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 вон они, блин, сливаются. Мега печально. Мега печально. О, другое дело. Можно было ему, кстати, подсунуть хоботок свой. Конечно, дерьмо, что в засвете поехал. Вот он выстегивает. Мусорка не чекается, интересно. Ну-ка, ну-ка. Чекнул. Хорош там был забор. Я, честно говоря, на этом вся надежда и строилась, что там вдруг забор, я туда просуну. Здесь, конечно, нельзя было так делать. Покажи, покажи, покажи мне, Фэткок. Ну такой вид. Дед там тоже меня хочет.
Господи, какие вы алчные все. Бля. Тычка, задержка полетела. Не проверь меня разок, умоляю. Ладно. Ладно. Так. Ну, еле-еле 3000, пацаны терпели как могли. Подстава вышла. Ну и парочка тычек, конечно, таких я поймал. Ну, хотя, с другой стороны, 705-го, 704 танканули, да, тоже Свертухи мог меня определить под шконку. Но не определил. Не определил. Угу, шайка на днище. Такой же Лёшка, как и я, троху потерпел, там молодец. Бля. Ой-ой-ой. Хорош, можно включить эту штуку. Да, ну не врубилась, понимаю. Да уж, да уж. Activated. Вот так вот. Так, пошли комменты доглядим и поедем дальше. И поедем дальше. Покажи мне. Этот кулак. Я так привык, что вот кот мяч закатил под диван. Я уже так привык, что у меня там мяч. Что мы с ним играем постоянно. Ёпта, вредная привычка. Это вредная привычка. Что катку нам не находит. Я напоминаю, друзья, есть полноценный стрим. Можно зайти на канал и найти там либо в формате шорт стрим, либо в полноценном. Оба онлайн, разберетесь в 3 секунды. А также есть ВК Play, Трова и даже в группе ВК стримит. К 8, кстати, это хорошо. Давайте где-нибудь в городе что-нибудь натерпим. Матвей Мамбек 01. Так вот. Арта вот. Ты меня называла. Любим пошарить. Блядки. Не какое-то, ничего святого у людей. Так вот. Прикольно. Ну ладно, альфа не прошла, хер бы с ним, зато я с вертушки попал. Да, большой молодец. Тем более, что в елочника, елочники они все ублюдки клинические, конечно. Естественно. Ой-ой-ой-ой-ой. Будет до конца в него разряжаться. Ну вот он меня оттуда прокинул, прикиньте. Он меня прокинул, но я сомневаюсь, что вот он где-то отсюда мне дал. Пиздец какой. Да, артоводы хитерят. Потому что танчик новенький, в него надо срочно пострелять. Не чекнулся. Ой, 2 раза на гуслю, ёб твою мать. Во-первых. А во-вторых, надо отсюда сваливать. Но несмотря на то, что у нас те же все-таки проехали, но как бы надо объективно оценивать степень хуйни.
Нам. Проджета почти отомстил. Ой, обязательно отсветимся, но, сука, потом. Это жопа. Слушайте, душат, просто не вынимая. Скорпиона начекали. Но это эсхол. Это эсхол. Мне показалось, что убили этого елочника, но это оказалось ложью. Ну пиздец, и что мне здесь делать? Он меня, во-первых, он меня начапает тут. Хотя бы вот так сидеть. Но так мы не видим прострела. Дед на всей скорости полетел. Ну давай ты едь уже, ё-моё. Сколько той жопы, как говорится. Хорошо, четко стало. Прикольно, блять, уже проджеты здесь. Да-да-да, и Скорпион. Господи, какие они жесткие. С самого начала боя... сколько мне это... на 500. С самого начала боя мега вообще душно. Все тут зажали, все прижали. У нас тоже были ЛТ-вода, только они не подъехали на катку. Тут все зафичено. Я думал, что ладно, мы здесь потерпим, пока, по крайней мере, сюда в перекатку постреляем. Тут пацаны тоже пассивно терпели. Да, а сюда аж пол команды приехал. Даже из второй. И Проджета сюда приехал. Жестко. Жестко. Слушайте, а пошли мы на другой сервачок сходим. Давайте катку досмотрим. Виталик 259. Что какие-то бои душные. Я вчера норм поиграл 5 боев на гонщик, 5 побед. Из всех мне ТВП понравился, а потом 4 боя на вафле, 3 победы. Красава. Красава. А потом вышел в рандом и плакать захотелось. 18 боев, 5 побед. Ну, видимо, все были в Оффентрагере. Все люди, которые в курсе событий. Как запускать режим новый. Условно новый, да? Вот. А все, кто полный ДЦП, то сидели в рандоме. Блин, я еще, понимаете, конечно, можно было ехать вот сюда, в сейф, и даже дальше уехать. Я почему-то решил, что я смогу это доразмерить. И, кстати, вот кроме шуток, они там разобрались в городе, зато вот эти бомжи здесь там все обосрали. Да. Чуть подозрение, что все-таки ублюдки хотели именно меня, да, и Скорпион, и Проджет, и кто угодно приехали. Скорпион вообще по полю поехал. Скоты. Скоты. Но режим кайфовый, вот прям серьезно. Ну, он такой же, как и был до этого, там немногое поменялось. Ну, честно скажу, вот я вчера выполнял задачи, и одну задачу такая плотненькая была. Ее прям было интересно выполнять, там, терпеть, мансить, там, не сдохнуть, все дела. Там выяснилось, что можно и сдохнуть. Но главное вовремя сдохнуть, да, чтобы набрать 3 этих буста. Было прикольно. Было прикольно. Вот человек качает дит 7. Просто по соболезнуем. Да уж, короче, вот реально, если бы я на дальняк уехал, я бы все еще жил. Значит, в следующий раз так и сделаем. Я почему-то думал, что там только одна елка будет заебывать, я там подзатерплю в рельефе, все будет хорошо. Там, если что, свалю в яму. Так. Я вообще ни разу не играл в вафлю, но я вчера все задачи на изи прошел даже на вафельке. Хорош. Хорош. Там, кстати, сегодня дают один стартер просто за выход в бой.
Поэтому, пацаны, дерзайте. Леста Слейвс пытается откупиться от вас за свои ошибки. Не верьте им. Ну так вот. А ёпта. Да уж, да уж. Да уж, да уж. И Удис оставили там тоже одного. Павел, здорово. Дня 4 или 5 не играл, что-то слишком жестко восстановил угнанный аккаунт, но на нем еще, кроме меня, какой-то фрейрок играет. Пиздец. Ты поменяй пароль. Или отмыла почту этого. От почты, короче, нету пароля. Карточка его не нашел. Он же шпунтараном убился об него, ё-моё. Нет пароля от почты, и этот покупал... Бля, жестко. Жестко. Да, у меня тоже, короче, я когда-то давно продал аккаунт. Вот, и он остался привязанным к моей почте. Ну и от почты я пароль не давал. Ну, как бы продал, мне не надо был. И спустя вот сколько тут уже, не знаю, лет 10 прошло, чувак пишет, как обычно в стиле «Ты помнишь меня?» Я говорю, ну помню. Ну вот, потом стало понятно, что он хочет восстановить аккаунт, а там какой-то пиздорез произошел. А я, кажется, когда-то создавал аккаунт, думал опять начать играть и забил. И привязал к этой почте, а тот отвязал. И получается, тот отвязанный, и я как бы не знаю, кому помочь, хотя не западло, и аккаунт просрался, хотя аккаунт там мега крутой. Славила, здорово, брат, как ты сделал 2 трансляции одновременно? А вот секрет, секрет. Так. Кстати, напоминаю, друзья, полноценный стрим идет параллельно. Есть 2 стрима в формате шорт и в формате не шорт. Можете зайти на канал, заодно выбрать подходящую для вас трансляцию и, самое главное, подписаться. Также у нас трансляция есть и на ВК Play, и на Трова, и во ВКонтакте даже. Доклад окончил. Пошли попытаемся на другом серваке поиграть. У нас что-то поддушивает. Ну, не то чтобы сильно дерьмово, да, но как бы хотелось бы больше свободы, а то что не катка, мы все вынуждены терпеть где-то по кустам и откатываться постоянно. Был все 53 танка на Аке, теперь 14, поиграл и пошел на рынок. За новыми трусишками пукан сгорел, я вызываю милиц. Данил, здорово. Всем говорит, здорово. Поехали. Я вот, кстати, вот эти бабки, за которые стартеры продаются, лучше бы влил в этот бурзу купил бы, блин. На ней бы катался. Заодно прокачали бы ветку, да, там, экипаж прокачали бы, все дела. Акнастест. Так, ну ладушки, come on, let's go. Вовандер 34, прикольно. 3 арты. Абсолютно.
Ну погнали. Я вообще хотел вот этот прострельчик шевельнуть, но под 3 артами, конечно, будет грустно там. Надо так сказать, чтобы мы дали тычку и сразу же в сейф. Да, только без глупостей. Это вот так вот надо выехать. Ну-ну. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Херась, куда он поехал. Но он, очевидно, молодец, да, раз уж смело так играет. Ладно, вот действительно молодец. Мне кажется, мы стали забывать, кто действительно молодец. Пизда. Ну, правильно. Правильно, под СТБ подставляйся. Но тычку в меня, да. Ну, я понимаю, что он не специально все дела, но вот как-то оно даже обидно выглядит. Он там ехал по прямой, у него там все проблемы именно оттуда встают, да, и тычет в гудок. Он такой, нет, мы в тебя постреляем. Там не вариант было пробить СТБ-ка. Твою Лёшку нафестует. И эту модель нафестует. А почему коня никто не воспитывает? Невоспитанный конь всегда проблема. Поехали вот так вот. А, он уже сбег. Он уже сбег. Артяночка дала джазу. Что он там откатил, не откатил? Туфет как перебираем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мы здесь могли пристроить, правильно понял? Уже не в кого пристраивать. Блять, у меня саное колесико это грязное. Опять подлагало. Мне все еще засветит. Поехали тортяночку высовывать будем в гудок. Он на него полетел. Господи, ну вы просто ковбои, конечно, молодцы. Но я тут без урона. И эта модель остается без урона. Ёпта, я ему в кепку попал. Кошмар какой. По мне. Да. Еретики! Это тоже интересно. Boy Next Door, Amazing Earth. И тебя там накидали. Накидали. Ви-ви-ви. ВВВ. Ленинград. Опа, дерьмо. У меня там, если что, союзник есть. Да, и не один. О. У меня есть там... Ладно, хорошо. Гачемученическое общество. Расстреляй кого-нибудь там, дружок. О. Анаки. Анаки. Извините, это тоже Анаки.
Гачемученицкое общество. Хорош. Да, душненькие каточки такие. Пока что мы не настреливаем. Так, ну, конечно, лютая карта, перекопаны жестко, степи я вообще не узнал. Разве? Я, кстати, не попадался на степи. А, в этом, в Офентрагере, да. Да, ну оно такое было давно. Там все было так перекопано 100 лет назад. Кстати, с виду ничего, ввели бы в рандом. Да, как дань уважения режиму. Так, пошли быстренько глянем комменты. Ой, next door. Так, все прочитали. Поехали дальше. Я напоминаю, каждый может песню заказать на стриме. Даже такое. Гринч, мое почтение. Да, конечно, если бы тортяночку не развертели там, нужно было бы с него там 1000 с чем-то снять. По итогу вообще с него не снял ни хера. Ну, 1000 только. Грустно-грустно. Ну, даже с этим 3000 с копейками это не сумасшедший урон, как вы понимаете. Что... Печаль. Господи, господи, бля. Еще минута будет играть. Fucking nice, ладно, я думаю, нам не стоит раскисать, да. Лоховской рандом надо перетерпеть. Там будет нормальный. Обязательно. Но днем я заметил очень часто такое, где-то с 12 до 5, наверное. Скотный двор просто, а не рандом. Okay. Господи, это пизда. Господи, это пизда. Я же не скипну. Да. Ладно. Никто не проехал. Я себе язык ночью прикусил, как свинья последняя. Ой-ой, извините, но вы. Мик. Не знаю, на какой хер он туда перекатил. Видимо, чтобы шевелить про джет. А поехали, я тоже так же заеду. И тут папка приехал. Ладно, иди в жопу. Иди в жопу. Да, блять, какой же ты мудак, господи, вот до последнего надо именно в меня разряжаться. Каким-то хером из-за Т-95 меня увидел. Ладно, потом посмотрим, куда он меня всунул. Вот, и вместе поноем. Слушайте, отличный момент, чтобы уехать нахер вообще отсюда. Отседала. Бой, next door. Прикольно. Прикольно. Херогра ПТ, здесь тоже, кстати, на скилле не рамсанешь. Да, и на скорости тоже.
Бабаху вряд ли кто-то вкатит в здравом уме. Бой, next door. Пацаны поехали в круг. Но мы такое не перетерпим. Блять, коляска просто адский ад. Ну это его покрутил, так видели, оно туда-сюда. Работает только взад-назад. Ай, да уж, да уж. Сейчас базу заберут. А там он форс терпит. В Т-30 засовывают. Господи, ну... Им-то надо базу сбивать, они, наверное, в курсах. Я особо не могу поехать жестко рамсануть, потому что это... Ну да, он там свинотаврик. Мы к никам. Ну-ка на перезарядке успею доехать. Я не успею, сука. Да, не успел. Минотавр там воспитывает мужичка. Я думал в гуслёк себя подсунуть, но здесь, конечно, не вариант. Здесь, конечно, не вариант. Не попали, бля. Ой, хорош. Нравится. Да уж, ну душненько, конечно. Надо перетерпеть такой рандом. Что на ру 6, да, что на ру 1 одно и то же абсолютно. Что пошли, наверное... Ну еще каточку здесь сыграем, а то и 2, потом на ру 6 пойдем. Заодно составим прогноз рандома для тех, кто хочет выйти покататься. Парочку каточек. Ну, конечно, пристроили бы здорово. Надо вот к этому ехать, на гачную рандеву. Меня вот этот ублюдок может выстегнуть. Но он, наверное, этим и займется сейчас. Он уже хотел. Он уже хотел. А это куда смотрит? Развернулся. Ой, блядь. Ай, блядь. А это уже ассистик, папаш. А это уже ассистик. На уж терпешка. Так, пошли чекать дальше комментарии. Так. Boy next door. Пука, здорово. Максимальный шалом. Удачи стрима. Благодарю. Благодарю. Вообще нам даже повезло, что мы 2600 здесь дали. Сразу могу сказать. Потому что могло быть и похуже. Ну и все комменты Галиданул. Погнали дальше. Дымная СС 4 империй. Как чувствую себя в рандоме? Ну, как крыса. Как шарфутюр. Они очень-очень похожи. Прям вообще. Вот, так что шарфутюр только, который похуже. Шарфутюр, который на 8 левеле, я бы так сказал. На 8 левеле он был бы очень крутой. Ну, по ТТХ, конечно, клевенький, все дела, но есть реально шарфик, который
очень схож, и он просто лучше во всем. Поехали мы через вот эту вкатку. Ну, допустим. Да, насчет по маневренности значительно хуже. Ну, Чушпан Хаматова. Да, приехал, пацанул. Конечно, молодец, да. Но все равно неприятно. Его с центра могут накидывать. Ой, какие вы еретики, господи. Но я лалка сам. А так нельзя выкатываться. А по итогу я выход здесь хапанул. Ничего не сделал. Угу. Портянка себе позволяет просто в полный рост стоять. А еще у нас здесь никого. Пожуеста никого. Хотя, знаете, что можно, допустим, и наверх попробовать заехать. Коинбордой. Там наренгенивают. Ну какой-то ублюдок. Но знаете ли, это уже ублюдок. Портяночка на скорости. Блядь, если б не мусорка, это я бы, конечно, там жиманул ему. Бой, next door. Меня просто могут здесь наренгенить, вот так вот, например. Да, весь наш вояж пойдет на дно. Тайп просто на него поехал. Так вот. Тайп просто об него слился. Ну. Раз там трупов. Не сильно много. Да ёб твою мать, он все так... Все так выезжает, что я ему запихнуть не могу. Да, плюс фаза. Что под башней как человек поиграть. Ну-ка, давайте кумули зарядим. Возможно, даже, кстати, нам надо было сразу здесь заряжать кумули. Это моя оплошность. Мне все равновато выехал, тоже мой косяк. А, не, нормально, нормально.
Тычка-то зарядилась. Сыкуноид боится Джисера. Мы выяснили. Вот мы и выяснили, по черту он живет или по скиллу. Поехали, Леша, нам надо вот это вот побеждать. Иначе будет Сосо Павлиашвили здесь. Там через тычку я не заеду. Где-то цикует. Непонятно, кстати, что он цикует. Максимально поддерживаем старичка. Боровичка. Сейчас фаза выйдет, хапанят или не. Ну выйдет Анканита, господи, такой же тугасер. Отлично. Ну я ему трохи перекрыл прострел, но как бы кто... А кто сейчас без греха, спросите вы? Да-да. Да-да. Камен вглубь камчатских прерий. Да уж, блин, ну здесь реально вот кумули я зря зарядил. Не то чтобы зря, конечно же, они пригодятся. Да. Лучше было бы на подколах, конечно. Ха-ха. Ха-ха. Ну вот и танканули, я не знаю каким образом, да, и что именно, но танканули. Ага. Ага, I like it. Ну пока заряжаюсь, можно покататься кругами. Бля, деда бедного, сейчас там один я будет. Деда одели и обули. Да, его выстегнули, прикольно. Ну и нахера он так пососал? Что, альфочка не пришла? Маффинцы, кстати, не на топовой пушке, это ЗБС. Пиздец, он свертухи дает. Слушайте, а что у меня все не летит альфочка? Да? Блять, это смешно, пиздец. Вы видели эту хуйню? Вы видели эту хуйню? Сейчас я ему под щитком этим дал.
Какая хуета. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Какая хуета. Ну ладно, может быть, мы бы не успели сбить базу. Если бы приехали, мы получили по щам. Да, было смешно. Так. Так, вчера и не поиграл нормально, сервера упали, и играть с пингом 500. Ну, у меня было такое, проседал пинг. Рулинер, здорово. Хорошо, спасибо, благодарю. Благодарю. Какое-то сообщение удалил там. Я не дочитал. Так, поехали дальше чекать комменты. Keep rolling. Да уж. Но Wargaming, конечно, удружил в этой катке. Мастера дали. Здесь планка на мастера вообще нищая. Просто нищая. Ох ты, ох ты, ох ты. Ой, кошмар. Вор гейминг. Вор гейминг. Значит так, Гринч, спасибо за 2 по 69. Также Чупачуп, спасибо ну, короче, за херу точку была. Спасибо огромное. А также всем спасибо за лайки, кто прожали. Молодцы. Спасибо за 10 лайков на коротком стриме. Мое почтение. Вопрос, я смотрю шорты, у меня иногда всплывают реплеи, где у типов снизу пишется навыки как отчаянный. Только у них там какие-то другие, типа концентрация, что это такое. Может быть, это просто на этом, не у Леста, а на Wargaming такая херь. Я такие не видел, так что объяснить, к сожалению, не смогу. Бля, пиздец, это каркасится едет. Опять в землю. Да вы охерели, пацаны. А нахера возле жопы так тереться? Здесь больше не порамсим. Блин, ну, честно говоря, обидно, да? Вот в Емельку можно было же подсунуть что-то такого. Те ж мы люди, но не подсун. Keep rolling. Давай, проедь вперед. А, я понял, нихера себе. Фику улетела просто. Мальчишка, наверное, Лансона выбил из коробок. Слушайте, опять Альфа не летит. Да. Я думаю, подбираемся к тому моменту, в котором мы четко узнаем, какой же танк. Да, на самом деле. Как часто на нем летит средняя альфа, это и многое другое. Дид. Дид в деле. Дик в теле, дид в деле. Ёб твою мать. Жесткий прострел. Жесткий. Ну, должно было тоже зайти. Да, что-то они, блин, стушевались. Не знаю, как Т-95 просрал здесь всех ХП. Человек с семерками играет. Видимо, ему в крышу накидали. Да-да. Да-да.
ты мусорка? Меня начекал. Начекал. И роллин. Я в нее не дам. Ну, поехали сушку помусолим. Мне кажется, с нее есть что стрясти. Правда, сейчас мелкие пиздюки все своруют нахер. Не-не-не. Ой, хорошо. Спасибо, ну все, пялево теперь. Хорошо. Ну вот, наконец-то каточка, да, в которой более-менее изи можно было поиграть. А то все терпешка да терпешка. Но опять же, урона все равно нет. Это печально. А вот этот вот ЭС мы заберем или не заберем? Как раз за камнем поехал. Альфа как-то регулярно. Ну ладно. Ладно, это я уже скулю. У них даже Емеля, который там самый взрослый вот этой шайки, он не задоминировал. И эта модель не задоминировала. Хорош. Я попал без пробития. Дима в яму уехал, да. У нас еще вроде как блайндет был без пантеру, так что я так понимаю, что мы 1004 дали все-таки. Окей. Окей. Она поздоровался и будет, пойду грязными делами займусь, купил вибратор, инструкции не прочитал. Братан, хорошего дня. Хорошего дня. Использую вибратор на полную. На полную. Вибратор, перфоратор. Да, дали вслепую. Хорошо. Хорошо, а то все терпим и терпим, да, блин? Каждый гейбой. Одно и то же. Одно и то же. Все комменты глянул. Поехали дальше. Так, уже почти час. Знаете, как-то как будто бы долго стрим идет. Но это ложь. Это всего 12 каток сыграли. А, даже 11. Одна катка была вчера. Дым войны 4 империй. Короче, музычка режет просмотры на стриме. Ну, мы посмотрим, насколько... Смотря какая, да? Но гачи, короче, режет просмотры на коротком стриме. И это надо запомнить. Поехали, шевелем перекатку. Или не? Или да? Вообще, надо было бы здесь кумули зарядить, что им скажу, пацаны. Тут зря с подколов решил заехать.
приехал. Приехал, охо-хо. Короче, закинем кумули. Окей. Да, так можно играть. Я еще не зачекался, прикиньте. Сучка, сорвался с крючка. Жопошник, да, блин. Развернулся, сразу плюнул. Причем под этот... между колоннами, все такое. Попал в танк. Хорошо, что он мне еще не подсунул. Просто вслепую была тычка. А, не, это он светит, блядь. Давай охерели. Сколько километров надо отъехать от куста, чтобы он меня не зачекал? Зигар там. Прикольно, идите вы в жопу конченые. Так было все здорово, да, теперь мы поймали 2 тычки, ни за что не прошло. Так и не разрядился, блядь. Да, Йохохо мне подсунул еще. Да, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Да, ну вот зато их все пялит, кто хочет. Да, причем даже в очередь надо стать, чтобы кому-то подсунуть. Ёбни в него. Ой, хорош. Под экранчиком мы засунули. Бегає по полю весело кабанчик. Наверняка пиздюк подсовывает. Кабачки свои коротенькие. Да хорош. Да, мог и не подсунуть. Подкол я бы точно не подсунул в такой угол. Ну. Опять он сюда выезжает, сучка. И гниль нашелся еще. Просто целит прокатку. Он просто целит. А, здесь мне, конечно, уже кумули не нужны. Этот Лёшка сыграет в ящик, то мы разменяем его ЭС. Вот он. Охереть. Жопой стоит. Это неуважение. Это неуважение. То есть я мог поехать, рамсануть и расклевать его эс-холл. Я думаю, что артовод ждет именно меня. Вот он, кстати. Ладно, значит не ждет. Можно было дать у него немножечко.
Блять, рикошет, ну ты стебешься, сука. Что было такое? Да уж смешно. Свертушки. Эх, сука. Так линейно катается, у него легко можно было бы закинуть, да. Ну, хер бы с ним. Пойдет, пойдет. Пятеру дали и норм. Пошли комменты чекать. Бегая по полю, весело, кабанчик. Антон, здорово. Комменты поглядели. Окей. Так, что тут дает? Верстлявость есть? Блядь. Нам надо апать скорость поворота ходовой. Потому что он крутится очень дерьмово. Ну ладно, с такой турбиной хер бы с ним. Сколько она дает? А да и нахер. Просто не будем апать. Так понимаю, это послевоенная поделка. Да, как раз таки в моде того времени. Да уж. Ну и высрали, конечно, чудо. Так, у нас встречечка. You know. Ладно, сначала на подколах, мало ли сюда попихать придется, а потом я думаю, что может скипанем аккумулием. Понял. Этот лимузин такой же по размеру, как и я. Ошалеть. Ну, знал бы, что он в простреле становится, да, посмотреть чисто. Чисто посмотреть. Нахер бы с ним. Хорошо. Ёпта, как его прикончали жестко. Жестко. Куда бы нам там подсунуть? Здесь обычно Лёшка терпит. Где-то здесь еще Лёшка терпит. Вот это, конечно, жестко. Да, отсюда можно было его просто отправлять в ангар. Не знаю, куда Яшка смотрел, скорее всего, в кружку с чаем. Ну, либо просто не попал. Такое тоже возможно. — 50 бег разбушевался.
Да, в него нельзя посылать, потому что... А ну хотя, может быть, и можно. То выйдут, дадут пиздов. Да иди ты нахуй, блядь! Первый же ты, блядь, ну вот он был сюда сведен, я правильно понимаю. Ебаный ртовод. Бля, так не повезло, что здесь ублюдок на бачате. Я думал, что захват на вот этом, и здесь парочка чуваков. Ну, да, а у них оказалась здесь вся команда. И он вообще без задней мысли сразу я нашелся, выехал, начал разряжать. Без понятия, кто здесь, что здесь. Молодец какой. Хоть 3 тычки дал, в него успел. Ну вот они как бы и есть мои 3 тычки. Не, я ему 2 только дал. Ой, обидно, блин, ну надо было продрачиваться сзади, короче. Ну вот, ну... Да. Ну, короче, это была ошибка сюда ехать. Это мой косяк. Пошли комменты поглядим. Комменты глянули. Ну, первая жесткая ошибка у нас за 2 часа стрима. Если я правильно понимаю. Ага. Ага. Ну, еще была ошибочка, я типа отъехал, но надо было еще дальше отъезжать. Тоже и это надо понимать. Вот все еще в ангаре не показывают мои танки. Да уж. Пожалуйста, пожалуйста, почините, пацаны. Пожалуйста, почините ангар. На комменты вроде как поглядел аккуратненько. Короче, из Амазона короткий стрим присел на коленки. Посмотрим, оживет ли он. Или, может быть, не оживет. Да. Будет дерьмо, если не живет. Кстати, мега крутой сетап закинул нас. Даже респ ничего. Come on, let's go. Вчера у него рога какие-то там. Что за чудо? Видели на жопе рога? Прикольно. Блин, 2 этих еретика туда в эту позу едут очень плохо. Сейчас их еще там зубр поимеет. Не пробил. Ну, если мы вот так вот сделаем... Ёбаный рот, ты чё? А думаю, что это он бездействует? Оказывается, вот она чё, Пихалыч. Понял. Дерьмоваточка залетела. Надо было просто в башню пихнуть, да и все. Вот так вот, например. Блин, тайп настолько вот обаятельный тутлс, просто ошалеть. Просто песня. Думал, ему в крышу подсунуть.
конечно, некрасиво вышло. Можно было и пробить, да? Пиздец. И эту модель тоже можно было пробивать. Этот крендель может давно делать дела, я не знаю, что его останавливает. Природная скромность, либо природное отсутствие скилла, лишь бы нам бабаха не подсунул. Крепеночек. Ну да, мы тут победили, это тоже как бы просто с этой стороны перевернули фланг, все. Все, шансов no. Только без подпала свинья. Это 92 стреляет. Новое блюдо, и да. Так вот. Бля, ну едь ты прямо, господи. Самое интересное, что все в меня засовывают. Эх, сука, жаль. Если бы досвелся, я бы в него дал. А где Бабахин? Наверное, где-то там терпит за камнями. Дед, не едь. Не едь. Он Бабахин. Думал, потаранить его еще. Пиздец, от Лешего выхватили. Здесь наша шишка не опустилась. Бля, какие вы мудаки, господи, это просто пизда. Вот он такой вот, у него нету сумасшедшего ДПМа, какое-то такое, знаете ли, такого флера имбовости в нем, конечно же, нету, ну, за исключением случаев, когда от башни стоит, да, и то в башню легко сует. Но вот на нем так приятно играть, прям вообще. Просто красота. Так, пошли глянем коммент. Глянули. Глянули. Фух. И это может быть из-за модов, у меня такого бага нет. Ну, я тут знаю. Нет, этот бабрик. Ясно, у нас так тоже не получится. Да, потому что нам гейминг не может починить ангар. Во. Прекрасно. Прекрасно. Ну-ка, бустик сюда, сюда. Поехали. Поехали. Биг Сэм, здорово. Донатить на Ведьмака будешь? Не.
Но он не стоит, он дырявый, как трусы деда моего покойного. Ну вот, поэтому не будем. Ох, бля. Вот стелек, да, просто проводами залепили и все. Продакшн, красавчики. У него вроде и маска жирная такая, в ней брони просто no. Просто там нет. Единственное, что вот эта штука может срикошетить от подколов. Пожалуйста. Ну какой-то что-то там. А если здесь будет жесткий рамс, да, вот такой, например. Он поехал. Богатырь поехал. Ну, остановись, говно. Ой, хорош. Че, подергалось что-то, сука? Да ты охерел. Ну, это смешно. Да пошел ты. Господи, ну какие вы лакеры ссаные. Ну ё-моё. Его там повоспитывать некому, кстати, даже. Офигеть. Как его начекал? Блять, ну он уже все, он обозлился. Он уже обозлился. Мирного решения не будет. Да, стоит, чекает. Хорош. Я его еще прикончал, здорово. Вот это, кстати, плохо. Ну, там, во-первых, Т-30 еретик, который... Есть, как он выкатывается. А, потому что их два. Ой, бля. Бля, ну это переиграли, просто и обоссали, как говорится. Переиграли, обоссали. Да уж. То у меня дрочка была 705, с которым там не сложилось, не сбылось ни хера. И тут мы выхватили тычку. Вот как бы и сосо.
Потому что теперь надо как-то аккуратно доиграть это все. Прям видно даже хорошо здесь все. Угу, угу, угу. Надо, только коня не поборуют. Ой, красота. Не знаю, куда тычка полетела. Видимо, выше ворот. Ну, что это такое? Отлично. Лошадку подсейвили. Этого обоссали. Богатырь! Бля. Он очень хотел, да, но как-то на скилле уехал. Да, конь закрысился в ноль там. Ай, кто-то встал в голову. Прикольно такой геймплей размеренный, кстати, на нем. Понятное дело, что он не всегда к месту. Но все же. У них концепт весь бой не светился. Не светился. Я скипаюсь на подколы. Есть подозрение, что он AFK. Поехали быстренько по прямой. Будет смешно сегодня АФК, просто он там весь бой сидел. А, вон он. Давайте за арточкой тогда. Или не? Блять. Он еще читаемо так двигался. Ну, типа я не довернул морду. Хорош. С фейерверком. Даже меня не вбачил. Да, есть какой-то чмотер, скорее всего, это концепт здесь и терпел. Скорее всего, это он тут и терпел. Ну, конечно, мне бы стоило в кустах дрочить, но поскольку такой ситуэйне, да, нам ясен хер надо ехать вперед. Что-то дострелять, например. Да. И концепт непонятно где. Я подозреваю, что может здесь. Все-таки он весь бой крысил. В супер топе находясь. Подозреваю, что он там терпит. Либо жестко на меня сейчас полетел. Может быть такое. Про гет что-то не нащупал. Реально, может быть, здесь. Ага. Напихает артовода. Это праведно. Это праведный черт.
Прям даже еще и не ссасанный до смерти. Это нам подходит. Правда, действительно непонятно, почему он не поехал воспитывать артовода. Это мы уже, наверное, не узнаем никогда. Ну едет он, не едет. Будет он проскакивать, не будет он проскакивать. Ну там Конилингус, да, его контрить должен. А, да, но какая-то девка, блин. Так никуда и не уехала. Туда свалил без освета. Ну, ждем. Бля, как можно было его проебать? При том, что он сам никого не чекает. Да, он даже коня не видит. Пиздец, он уехал. Да, это смешно. И это прям очень смешно. Он точно не прямо уехал, там же конь... Чекал же его, да? Я правильно понимаю или неправильно? Бля, какой мудак, это просто пиздец. Даже не пытается базу сбить. Он там уже был хер когда, он мог вот этого вычекивать и отстреливать. Да уж. Просто чмо. Он почти full хп, он может выехать, поймать от каждого потычки, он заживет и сбить базу. Но это не сделал, потому что он сейвит. Бля, просто жопа. Танкует ли это дичь? Судя по всему, танкует только потому, что танчик новый. Но он в ЛД у него рикошетный, так он не танкует. Роман, здорово, привет, друг, как рандом. Неплохой. Неплохой. Вот, такой душненький, но в целом можно играть. Так там всего 4000 надо, если выполнить прогрессию. Да, да. Ну, прикиньте, 4000 за танк 10 левела, на котором вы поиграете 5 минут. Ну ладно, не 5 минут, сколько там, 20 боев. Да, не, есть всякие рыжие дарования, которые донатили по 200 тысяч, да, чтобы купить золотой вофитрагер, да, Джов? Вот, поиграли сколько там, 2 недели и все. И все. Ну, как бы вот. Мне кажется, на такие бабки, если ты заказываешь себе, не знаю, все что угодно, тебе через 2 недели оно тоже надоест. Вот, но, скорее всего, даст больше кайфа, чем Waffentrager, да, который танк неоднозначный, как минимум. Так, пошли дальше комментарии чекать. Просто племенная крыса на концепте. Но представляешь, какой он в жизни сыклик, если в игре боится. Но, скорее всего, он потеет на отметку, на первую. Вот, и как смотрелся блогеров, и он сейвится там на последнем. Вот, либо есть люди, которые оправдывают нищий скилл тем, что вот я люблю играть через кусты, через засвет, в инвизе, все дела. Вот. Поэтому он предпочитает не стрелять только тогда, когда не светится. Пивопузов поубивался в режиме, удивительно, но играть стало легче. Да, это с утреца, наверное. Не, вообще вот с 12, ну вот уже даже с часа, да. С 12 где-то до 5. Обычно так тугонько идет. Катки не то чтобы дерьмовые, но вот так оно
Как-то через боль и унижение. Настрел, да? Происходит, либо не происходит вовсе. А, нихера себе, ты даешь. Я думал, уже в этого толстячка я точно накапаю. Но что-то не так произошло. У меня пушка задралась. Сказал, что даже даже в толстячка мы не накапали. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного, тяу-тяу-тяу. Господи, все чекает и чекает. Он увидел меня. Випера возбудился. Возбуждение Виперы. Среди ангелов он гей. О, хорош, -1. А, я понял. Я понял, там притаился гражданин. Грязные жопы, властелин. В самый уголок. Здорово. Ну, я согласен, что нам не стоило так опрометчиво выкатываться туда на китайца. Там, за ним могли стоять серьезные люди, в принципе, так оно и вышло. А еще эсэсовец может вкатить сюда. А вот этим не мешало бы проехать вперед. Только они в большинстве против 2 танков терпят. Вот это мы сквернили. Ну, ждем вката. Да, вкат, конечно, объективно говоря, не уверенный. Бля, меня задрало. Но это фейл. Это уже фейл. Еще один. Какой-то, блин, как будто лысая баба выглядит. Тут Йохан. Йохана, мать! Блин, ну тут никто не виноват, кроме меня самого. Да, я несколько фейлов сделал. Меня еще простили, кстати, и не раз. Это можно было и не прощать. Такое не прощают. Угу. Угу. Но борща мы будем разменивать. Очевидно, борща мы будем разменивать. Там все плохонько. Если бы там все стояло и дымило, мы бы тогда, может, рамсанули. Так я что-то не хочу. И эта модель быковать не будет. Бля, какие девки, господи. Я не знаю, почему они так тупят там. Девка Тим. Да. Какой же он потный! Да, секите, как они чекают. Самое смешное, что Гапату-то засветили. Он все еще чекает. Никого не обнаружил. Я же тоже не чекался. Никого не обнаружил. Все еще там потеет. Поехал в тот дворик. Можно было объехать, то же самое сделал. Господи, ну сыкуноиды, конечно. Ну сыкуноиды. Потому что пивопузики, они бы поагрессивнее бы играли. Играли бы как настоящие мужчины. И на них бы можно было хотя бы настрелять. Да, от этих проку 0. Ну, потому что девка Тим.
Кого-то там еще выцеливает, я без понятия кого. Ну, я помогу тебе, что дальше? Что мы тут делать будем? Тем более, что нам не хватит здоровья, допустим, аннигиляйтинг сделать. Ну, там БЗ, вы же сами понимаете, да? Как он может больно ужалить. Ага. Угу. На кого эти придурки целят, я без понятия. Хорош. Сейчас от башни выйдет. Так, вот сейчас можно объезжать. Да, потому что ГПТ может сделать бонжур. Особенно если борщ чекался. Да, честно говоря, на меня мог бы возбудиться нормально. Я не знаю, почему не едет. Это смешно. Ага. Ага. Я в шоке. Я просрал всю катку на двух ублюдков, которые не едут, им не в кого стрелять, и они терпят там просто со всей силы. Просто после каждого боя седой выкатывается, я уверен. Но тоже терпит. Ясно. Надо сваливать отсюда. У нас там все развалились вообще. Но у нас пол команды там сидела, и они просто отъехали все в ангарчик. Это надо понимать. Дерьмо. Здесь у нас никаких неожиданных насветов здесь не будет. Ну и, кстати, наша задача здесь была, я напомню, захватить. Захватить базу. Шансов просто no. Шансов просто no. За елкой там светит. Ну, главное, честно говоря, чтобы я тут насветил. Остальное как бы не имеет значения. Это не мой насвет. Ну, либо, да, там по своему насвету, скорее всего, мальчишка жмыхнул. Вот это вот не чекает, это вообще пиздец. Спайсометр зашкаливает. Ой, хорош попал. Там так весело под танк летело, что захотелось заплакать. Ничего вы не подсвечиваете себе, ребята. Собачья упряжка, блин. За вот этим бортом тут. Он уже зарядился. Хорош. Ой, выстегивает так жестко прям. Но не меня! Ладно, хорошо, 3400. У нас еще там ассист какой-то, хер пойми куда. Но 5200. 5200, видимо, по гуслетам не сильно много ушло. 5200, 200 суммарки, это нормально. Так. Так, здесь мы заравно. Здравствуй, Гачеслейв. Что за чудо, бричка? Будем с удовольствием наблюдать. Лайк влепил, хорошо. Хорошо.
Ну вот наблюдайте, посмотрите, надо вам такое или не надо. Мало ли будет продаваться когда-нибудь. Ну и как этот катафалк играется, очень похож на шарфика. Очень прям. Только шарфик во всем лучше. Так, читаем комментарии. Чаще низкий скилл оправдывает с понтом, что любит активную игру. Ну да, типа либо так, либо играет в удовольствие, есть такое тоже. Типа ты говоришь челу, что он рыжий, пьяный, анскилл, упарант, а он говорит, что что-то вроде «Но я же не кустадрот, а статюги». Да, да, есть такое тоже. Танковая психология. Киллер 67, здорово. Пошли остальное чекнем. Танковая психология. Йохи выглядит как надутые сперматозоиды. Или так. Или так. Цену конскую братушки заломили за 3 сотенных бумажки. Я на зеле вожу говняшки целый день. Как донатить? Сейчас кину ссылку. Или сразу говновод включить. Поехали дальше. Пойдет. Мне нравится, что мы в лоховских катках 90% случаев доигрываем бой кое-как. Да, доживаем, все такое. Это хороший знак. Статист 64 рус. Интересно, какая у него стата. Если не забудем, чекнем. Это случаем не твой дед, две молнии на каске. Это мой дед. Это мой дед. Вот, электрик. Дед электрик, ветеран. Ну, я как раз, видите, истинный ариец, белорус. Осуждаю. Все такие шутки осуждаю. Если что, ну мой дед не воевал, прадед воевал. Прадед был на скеле, пизда. Он и в японскую еще даже слуганул. В родную деревню на Уиллисе приехал, прикиньте. В разведке потел там, по болотам сидел. Вот, а второй прадед из из деревни под Витебском дошел до Москвы и назад. Дошел до Москвы, в смысле, не с... не с этими, не с электриками. Ну ладно. Ладно. Этот момент все равно я уже не оправдаю, да. Пришел назад в деревню, жонка не узнала его. Вообще. И когда сказал, что это он, она тоже все равно не поверила даже. Вот такие пердачки. Настолько форма Хьюго Босса была к лицу. Осуждаю. Знаете что, мне здесь как-то не всунуться. Как говорится, не с руки. Там бизончик хочет, честно говоря, да? Он очень широко выйдет. Рано или поздно его жопа перейдет в зал. Мне нравится, что он долго реагирует. Блять, иди нахуй, сука! Я нажал на выстрел и не выстрелил. Что мне бурда не подсунул? В кепку куда-то, прикиньте, пытался. Причем сзади, не по-христиански абсолютно. Абсолютно. Кстати, не так уж я дерьмо выстрелил. Нахер бы с ним. Бричка проехала. Но не до конца, знаете что? Или до конца. Так, значит. Значит, едем вот сюда. Якин все еще не стреляет попыток кого-то засветить там в поле. Лучший. Лучший. Предан делу, я бы так сказал.
Прадед взял Москву. Эх ты, электрик. Заднепадный. Я думал, ты православный гочиславянин. Честно говоря, да. У меня все из родни не просто Бульбаши, а еще и из Витебской области. Короче, вот так, причем там, блядь, 70 колен туда. Короче, вот так вот выглядит истинный белорус. Вот именно вот так. Именно вот так вот. Будем их подловливать там. И конь должен выехать пострелять. Бля, какой девственник. Но вот если бы он выехал пострелять, я бы выехал тоже сплюнул бы. Вместо этого ездит стандарт постреливать. Какие вы конченые. Нахер вы раньше времени чекаетесь? Нахер вы торгуете бортами? Но, конченые. Молодцы. Молодцы. Молодцы, приседайте находите. Бля, точно, здесь же дерьмо это стоит. Он даже не чекается болтехом. Блюдки слились и обосрали мне гейбой. Хорошо. Якина все-таки кончили там. Он еще жопой к кустам. Но это тяжелая судьба. Да, ПТО, да. Ой-ой-ой. Хорошо. Подозрительно на меня смотрел, как будто бы что-то знал. Ну, видимо, он реально знал. Собачий дик. Там еще этот ПТшка это имбовая. Терпит. В скобочках терпит. Здесь меня не бачил никто. На колени сак как? Вот шапокляка можно шевелить. Ну, я надеюсь, что дал. Какая-то песня хорошая. Вот так вот. Отлично. Отлично. Это Максим. А, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, это мы любим. Мы на 3 сентября Шуфика такого слушали. Вот. Кто не в курсах, день рождения канала у нас 3 сентября. Серьезно. Я не прикрыл мальчишку. Великолепная музыка. Талантливая певица. Великолепная музыка. Все здорово. И что это? Господи, в землю. Бля, вот это максимально философская строчка была. Красота. Черпала. От борта будет выезжать. Только не от борта. Просто выйди. Как конч вот так вот.
Ну, отлично. Вроде дал, да, в шапокляка разок. Блядь. Да пошел ты, как меня начекали здесь. Смешно. Но я когда зачекался, меня он не мог насветить. Ха-ха, вы достоять. Ну-ну-ну. Я еще буду в топе по урону, скорее всего. Они на дик, а мы не камон. Таня, здорово. Серега, привет. Как ПТшка, говнецам с 5 сек КД между... Да, пойдет. Нормально. ПТ. Ну, как бы это СТ, а не ПТ. Меня устраивает. Она не дерьмо, она вполне норм. Единственное, что не было бы шарфика в игре, я бы сказал, что она даже клевая. Поскольку есть шарфутер в игре, и кто не в курсе, он не самый имба, просто неплохой. Этот танк вот похуже него. Что как бы накладывает. Это из-за ее нового альбома трек выпустила на презентации новой Лады Аура. Красава! Красава! Так, вроде комменты глянул, поехали дальше. Мне, короче, как на коротком стриме встает онлайн, сразу же на колени падаем. Здорово, нового поляка 10 уровня не выбил. Не выбил, потому что не попался. Вот. А почему? Потому что не пытался. Рэпчик. Да. Ну, нахер не надо за такие бабки. А да и к тому же еще попадется. Может, Новый год запихнул того. Но там как бы все желание отбивает задонатить в него просмотр коллижн модели. Там огромная сковорода на башне, огромный пояс под башней, в который тоже будут сувать, огромная НЛД. Вот, и как бы и эта модель нам не нужна. Васисуали, мое почтение, родной. Здорово, отец. Включил стрим и так охуенно поспал 2 часа. Ара. У меня прадед был опером в СМЕРШ. Ну вот так вот. Так тоже я человек. У меня прадед был в войсковой разведке. Вот, ну я с ним не общался, он помер там где-то в 70-х годах. Но был охуенный молодец. Так, по рассказам. По рассказам родителей. Ну и там медали у него херова гора. Половину батя в детстве проебал. Вот, ну я их не увидел, соответственно. Но даже в таком виде их просто там тонна. Просто тонна. Вроде бы орден Ленина есть. Медаль конкретная, кстати. Конкретная. А так, по своим воспоминаниям, я последний раз видел эти медали лет в 10. А так вот. А так вот. Ну-ка, поедет он на кабачковое рандеву или нет? Не поедет. Ладно, окей. Окей, я был уверен, что я зачекаюсь, да, потому что мы... Ну, сегодня мы здесь чекались. Вот такой вот зрелый аргумент, да? Сегодня мы чекались. Значит, и сейчас должны были зачекать. Ах, ему фартануло трохи. Ну, знаете ли, они тут будут делать грязь. Эти модели тут будут делать грязь. А как-то они очень сильно похожи, как будто бы взводом играют. Но это не взвод. Я не хочу ехать дальше, у них херово гора танков, которые все еще не чекались. Я не знаю, что им нужно. И хотят ли они в мужской любви. Мне кажется, не сообразил, откуда сосанул. Не зря. Зато ртовод, блядь, все бдит. Собачье вымя, блин.
Ладно, меня могли еще раньше угостить кабачком, поэтому снисходительно к этому отнесемся. Блять, не чекай меня, свинья, он меня начекал. Хорошо, где-то здесь он будет подкармливать гудком. Хочешь, чтобы он понадежнее выехал, да? Ну, блядь, мы зафейлили. Здесь он хочет, но уже слишком поздно. Начинает думать, что его отсюда не накажут, но его наказывают. Бедный мужик. Мне, честно говоря, жалко. Жалко, потому что 279 как бы это танк надежды, да, что ты будешь на нем играть и нагибать. А по итогу надежда умирает на днище. Где взорванная БК и где каждый лёжка капает по щекам. А неудачно вышло. Он жопой мансил куда-то здесь прям по полю. Тайминг. В принципе, ладно, могло быть хуже, типа он выстрелил фугасом. У меня бы ровно в два раза больше хп сняло. Ага. И в 2 раза больше нервных клеток бы тоже отмерло бы. Ну-ка. Ну-ка. Он не хочет нагибаться. Он затерпел где-то между домами, да? Небоскребы, а я маленький гейбой. Ну и куда мы смотрим? О, прямо в душу. Очень плохо. Ну вообще его вертели, я не знаю, почему он не поворачивал морду свою. Да, ну почему-то вот именно так. Я не буду его добирать, мало ли он за это время мог даже откадешиться. Либо мог какой-нибудь осадок остаться, да, и мог именно в меня сплюнуть. Такое бывает. Такое бывает. Это мы S-Weekend. Что его не прикончили, интересно. А вот, наконец. У меня уже возникали подозрения, что ему все простят. Точно вкатываем. Так вот. И Вячеслав в дамке первый заезжает. Я не знаю, где ублюдок на бабахе. Вот он. Да, вы охерели совсем. В бордюрку это попал. Пиздец. О, смотри, что происходит. Блять, я так и знал, сука. Надо было просто нажать автоприцел, все было бы ЗБС. Угу. Какая хуета. Ой, блядь. Он еще так не затейливо просто поехал и все, и зафейлил тычку у него. Бля, ну здесь можно было делать грязи еще тонну. Че, пудель этот вот здесь терпел в этом куте? — 1300 скорости полета не хватило, чтобы попасть в ядра. Интересно, блин. Ладно, могло быть еще хуже. У меня могла не выйти альфа, как сегодня было. Я бы вообще заскулил. Да уж. Так. Так, хуяк. Андрюха, здорово. Первый бой на десятках. 4 долго сразу пора попустить, ребят. Все верно. Поляк такой себе. Лучше бабки ДНГ. Вот, я тоже так считаю. А это из коробок было. Сейчас Waffentrager режим. Вот это бобра. 9-й левел, если что.
В принципе, не в моем положении скулить. Мы 5 с хером сумарки дали. Это норма. Хорошо. 2 молнии, спасибо за 2 семерочки. Так, пошли быстренько поглядим комменты. Поглядели. Поглядели. Ох. Кабачковое рандеву. Фейерверки. Окей. Окей. Ну, будем вот так вот ехать, по чуть-чуть апаться, да, и доедем до 3 отметок. Главное, сильно жирно не пороть. Не полоть. Да, и не полоть землю, блин. О, бля. Алекс Стрелок из чужих спин. Все-таки за коня. У нас на коне Алекс Стрелок. Слушайте, они сейчас еще катку солят. Блин, ну ё-моё. Я еще как бы так выстрелил с надеждой, что он просто ехал по прямой, да, там особо не мантил, и нормальный человек, скорее всего, дернулся бы. Да, обычно в противоположную сторону, куда едут. Вот, и я думал, что я, типа, стреляю все равно в танк, если что, он дернется, я все равно попаду. Ну, короче, хуйня вышла. Нет, я защитил бордюр, тут где-то он. Где-то есть. Вот эти вот такие штуки, вот такие, он типа, я в него попал. Где-то вот тут выкатывался. Попал в бордюр. Жмыхнули. О, да. Этот Лёшка, кстати, мог вытаскивать катку, видите, куда он приехал. Коня будет тяжело закрутить, даже на колеснике. Он вообще не затейливо играет. Какой лакер конченый, господи. Я завидую и бешусь. Максимально незатейливо играет, просто максимально. Блин. Ну давай, конь. Я чуть рта не убила. Его еще коня захитерили. Ну не умеет человек играть, что тебе? Это единственный, кто дожил до конца. Не считая ртовода, да, это как бы за человека мы не считаем. Ну, вот с учетом всех неудач, да, 50% побед, поэтому мы так играем. Ну ладно тогда. Тогда норм. У нас 50% выживаемость, 50% побед. Короче, просто не фартит трохи. Анверн, здорово. Так, видел типа с Алексом. Видел типа с ником Алекс. Угу. Твой ник, кстати, долго... Не, это не мой. Это не мой. Запустили. Шьются Нора, да. Да. Так, конь 2, предупредительных, все верно. Соль нем здорово, чего графон не ультра. Потому что у нас иногда бывают проблемы. Вот. Ну, во-первых, большинство из ультры нахер не нужно для нормально трезвого человека в игре, да? Кроме текстуры, там 0 тру и так далее. Вот. А во-вторых, у нас иногда будут просадочки по FPS. Точнее, не по FPS, а по трансляции бывают проблемы. В игре это оно не чувствуется, а трансляция бывает дергается. Поэтому так. Вот. Вот. Объективно говоря, я не обращаю внимания вообще на графу никакое, потому что я думаю о другом. Да, о чем-то мохнатом и влажном в основном. Точно не о бороде Муразора. Точно не о графике, меня вот все устраивает.
абсолютно. Что-то мохнатое и влажное. Что это? Борода Морозора. Правильный ответ. Fuck you. Шо в НЛД? Давайте дальше отъедем. Ну, я рамсанул. Так делать не надо было. Просто хотел запихнуть волтовода. Ну, точнее, в колесник. Я на низких играю в 300 FPS после шутанова привычка. Ну да, может быть. Там уже отстреливает пацанам. Даже 704 приехал по нагибать. Господи, его отстрелили. Его отстрелили в первой же вкатке. Что есть подозрение, что мы здесь много не дадим. Если мальчишки вкатят, здесь будет движ, можно будет поиграть. Так, я думаю, нам много не дадут грязи. Ой. Блять, сука, так и знал. Просто сюда стоит, смотрит. Он отсюда, он здесь стоял, он отсюда вот так Бля, ну ёб твою мать, господи, господи. Паша, видимо, оттуда все-таки не видно было, что он же там в поле просто стоял. Видимо, в яме сильно. Да, вот у нас и вторая сосновая катка за 3 часа. Какая мерзкая карта этот распиздец. Так, подари 2000 голды, я куплю ключик и выбью себе крутой танчик. Обязательно, но потом. Но потом. У кого такая же херня с ангаром? Мне танки не отображаются, мы вот так вот их находим и играем. Пошли комменты дочекаем. Ну, вроде как дочекали даже. Ух ты, нихера себе. У них, правда, Удис, да. Конечно, неприятно. Будет неприятное рандеву. Я думаю, здесь мерзко будет все равно. Нет вот всяких, знаете, там фазы, там коней девяток, всякого такого. ФВ-1015Б, например, да, такого, что можно будет легко попускать. Вот здесь мерзко. Зон Удис приехал. Коленный дек. Красава. Наш. Борщевод скилловичок. Районный борщевод. Здесь, кстати, на дальнике танки есть. Могли бы как-то подсейвить, но почему-то
И в него не стреляют. Бля, ну это просто пиздец, конечно. Да, ну вот здесь я, конечно, соглашусь. Тут свои стихии. Тайпец, конечно, будь здоров. Агрегейт. Вот это, конечно, тоже свои стихии человек, да. Днище пашет просто. Сосет широкой ложкой. Сосет широкой ложкой. Иди нахер. Отлично. Гусли механика дырявенькая, да? Охуеть, вот это, кстати, минус. Я ему четко в нолду попал. Но понимания мы тут не нашли. Ни капли вообще. И какая сволочь-то, просто пиздец. Просто пиздец. Секите, как он выезжает. Звоните Кити. Охеренный никнейм я только что придумал, пацаны, между прочим. Никнейм называется «Звоните Кити». Там борщик, вот он, дерьма кусок. По щам. Эх, сука, эх. Эх, сука, эх. Ну как там у Свинотавра дела обстоят? Танкует он или нет? Хорош, 2 раза ему подсунули. Это просто пизда. Вот, это же смешно. Ну, это же смешно. Ну, мусораду, ну. Ну, это же смешно. Ладно, не будем рамсить. Ну, выехать, отвернуть морду, там... Я в шоке просто. У нас еще и как бы артоводы веселенькие ребята есть, между не забываем. Да пошел ты. Наконец-то. Наконец-то. Я без автоприцела выкатываюсь, потому что я знаю, что к чему в этой игре. Да. Вафельницу не забываем тоже развлекать. Ну, типа можно стрелять так, чтобы у тебя не смотрел прицел куда надо, но тычка полетит ниже. Это тяжело объяснить, да. Блять, ну ебните по мне кто-нибудь, бомжи. Грязные. Угу. Вот он, мразишь. Хорошо. Куда он мне все время стреляет? В ЛД. Окей. Рисочку под башню дал. Наконец-то. Кепка мне снизу вниз попала. Ну не то чтобы это реально, да, это скорее смешно, потому что я, по крайней мере, сколько не стрелял снизу вверх в кепку тайпу, блядь, попасть в нее, пробить просто невозможно. Просто гачи проклятие какое-то. На более слэйв. Хорош. Великолепный гейбой. Просто великолепный гейбой. Да, при том, что мы, кстати, тут ну, с серьезными танками сражались, между прочим. Да, красота.
Будешь чекать трансу, как я дерусь за квалификацию и бронзу лигу. Ничего себе, а есть бронзовая лига. Я думал, она закончилась 10 лет назад. Хочешь, чтобы я рестримил и комментировал? Ну, можно как-нибудь. Точнее, когда это будет. Гачи мастера дали нам. Dungeon мастер. Dungeon мастер. Поехали дальше на этом. На Яшке, на нашем веселом. Dungeon мастер прочирикал мне fuck you. Вот вернули Х-31 первые квалы. 31 первый всего 4. То 4 попытки, я понял. Я понял. Блин, ну интересно. Ну напомню, я, может быть, зарестримлю. Да, прокомментирую, точнее. Прокомментирую. Так. Так, комменты гляну, поехали дальше. У нас сколько процент? Наверное, 49. Не, 52. Хорошо, все, ставим с колен. Ставим с колен. Ну и 2 катки лоховских, конечно, сам виноват. Было. Камен вглубь камчатских прерий. Дым войны 4 империй. Так, да, я, короче, все чекнул. Поехали дальше. Они на дик, а мы не камен. И вот думаю, надо ли мне на таком лимузине ехать вот сюда прострелить. Короче, не надо мне. Да, тем более, что у нас здесь рыхленько. С этого респа, конечно, очень туго что-то сделать. Да, вот на этой, ну, на вот этой вот гриде. Хотя вот отсюда можно было выйти, дать пару тычек. Там вон и яки, но все едут. Ублюдок поехал. Свинина. Может кто-нибудь на скилле решит проскочить? Не, короче, не решит. Значит, надо кумулином. Хотя они особо и близко не подъезжают, слушайте. Ну, как-то рыхленько. Короче, он полетел. Ему все равно, что здесь танк, но ничего страшного. Его научат гейплея. Ну, да. И 75, конечно, девственница еще та, он особо даже близко не подъехал. Как мужчина порамсить. А не на дик. А не на дик, а мы не камон. Яшка там выехал, ёб твою мать. Ёб твою мать. Все хотят, короче, на... Бля, прикольно. Я что-то не ожидал, что он вообще будет простреле, да? Понял, оказывается, им не занимался вообще никак.
Просто до этого стоял, занимался. Я еще ему и не всунул. Да, жаль, Е75. Ну, хотя Е75 вот подъехал бы, я ему разок пизданул вот так, да, он мне сразу же с вертухи ёбнет все равно. По правилу долбоеба. Все равно ёбнет меня по правилу долбоеба. Как ни крути. Ах. Это что такое? Ну, это пиздец, конечно. Добирай, хорошо. Я его там троху подмусолил, как бы некрасиво вышло. Бля, Лёшей проехал. Лёшей проехал. Ну. И пролета сунет. Хорош. Там Лёшку можно было прокидывать. Я поеду терпеть в кусты, потому что это единственный шанс нам как-то катку доиграть. Ну да, там столько народу, слушайте, прокатывается, можно было им тоже закинуть кабачок. Ну, ну это пиздец, вот, ну на ФК. Блять, какая тычка была четкая. Это тоже крутая вышла. Кто такой чекает? Реально, а кто меня так начекал? Ладно, скорее всего, какой-нибудь вот этот мальчонка, да? Да. Ну, хер бы с ним. Да пошли вы нахуй, господи! Ну это ж не он меня чекнул. Чушь какая-то вообще. А, там же был Леший, он, наверное, поехал и просто в поле меня чекнул, что было. Да уж. Да уж, ну хер бы с ним. Я уверен, мы опять лучше всех команды настреляли. Надо понимать. И это надо понимать.
Ну-ка, давайте ВК чекнем. Что она совсем не живой. Вечно молодой, здорово. Я провтыкал все комменты, они не отобразились, прикинь. Хочу уже спокойно твой стрим посмотреть, но только Саш... сейчас еще репетитора. Все, я погнал. Ну, давай, братан. Давай, держись. Держись. Я провтыкал комменты на, там, на ВК. Господи, господи. Этот оказался не АФК, он одну тычку дал. Так и живем. Погнали. Вот так вот. 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 Убывця, здорово! Вот так вот. Дали меня. Здоров, братчик. Удали меня из топ-донаторов. То я каждый раз охуеваю, как на стрим захожу. Спасибо тебе, во-первых, огромное. А во-вторых, я не знаю, как это сделать. Но уже месяц закончится скоро. Эх, бля. Эх, бля, эх. Видели, освещение поменяли? Теперь здесь утро. Ну, либо вечер, да. Текстуры вообще уебищно глаза резать стали. Да, алтовода уже нету. Может быть, даже стоило... Может быть, даже стоило сразу туда ехать, процеливать. Ну-ка, давайте кумули зарядим. Они на дик, а мы не камон. Смотрите, как он катается, пиздец. Давайте, может, еще одну зарядим тычку. А то здесь будет перестрелочка долгая. А еще, поскольку они расслабили настолько гудки сильно, я думаю, можно еще одну даже зарядить. Так вот. Надо по одному выстегивать, чтобы остальные не реагировали. Бля, я очень плохо выстрелил. Да, пиздец, конечно. Ну ладно, потанкует еще. Это смешно. Я в ВЛД не пробил, прикиньте. Другое дело. Конь все хп разосрал своими выходками свиными. Ой-ой-ой. Ну, пацаны троху хотят, здесь видно, конечно. Под землю. Пиздец, ну ты стебешься, браток. Ладно, до этого хорошо летело, так что можно не ныть.
Вот так вот. 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 О! Вот Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот, блядь, придется с закрытыми глазами смотреть. Ну, ага. Вот взвод, я ненадолго. На базара нет. Блядь, в камень летела. Я на ру 1. Потому что надо было все-таки, наверное, дозаряжаться полностью. Полностью. Прикольно, да, освещение такое добренькое тут. Но это уже пиздец вообще. В смысле, блин. Я понимаю, мне там воруют тычки, все такое, но это же смешно. О. Опять меня начекали, сука. Ну где-то районный Лэжерхэт. Терпит. Хорошо. Ну да. Ну да. Они на дик, а мы не камен. Так, без вертух животное. Блядь, на первой передаче подъезжает. Вы ёбнутые наркоманы, блин. Ладно, хорошо, 5 дали, пойдет. Пойдет. Сейчас пойду отолью и вернусь. Минуточку. Минуточку. Кота шнурки везде позапутались, а. Они на дик, а мы никак. Как вы оцените каточку? А, все, отстали, прикиньте. Ага. Ага. А на дерьмо 47% играем. Тугонько идет. Да.
Ну и причем только в 2 катках ошибся жирно. Так, значит. Так, значит. Где это? Где это эта модель? В бою. Нихера себе. Не дождался. Так, пошли почитаем комменты. Ну, вроде прочитал. Ой, хорош. Господь, Господь. Ну, давайте бродягу подождем. 47% дерьмо. Спасибо за бесплатный чек статки. Ну, я в смысле, за сегодня я на 47% играл. При том, что у нас выживаемость, наверное, 47. 42 уже. Ну, было 50 и 50. Прикиньте. Да уж, потненько. Потненько. Они на дик, а мы не камон. Давайте, чтобы не резать глаза, мы просто вот так вот сделаем. Топ донатеров не будет появляться. Будь здоров, спасибо. Спасибо. Какая там суммарка? Мы же и насветить, насистировать особо даже не смогли, да? Пофиг. Пофиг пойдет. Где этот районный лыжерхэт? А? Проснулись гены деда, ну. Так. Короче, мы слушали музыку на стриме. Ну как, за донат слушали. И музончик отсек. Отсек там просмотры, ну ничего страшного. Радует, что аж 2 дня подряд короткий стрим вставал с колен. Это невероятно. Это невероятно и не верится. Да, стоило всего лишь 2 месяца потеть. Каждый день. Чтобы дали просмотры хоть немножко. Короче, ладно, я думаю, поедем тогда в бой. Вот, а убывьте подойдет потом. О, вот это мы зашли, конечно, неудачно. Come on, let's go. Come on, let's go. Алехандро. Здорово, здорово. Здорово, братан. Я тебя не дождался, запустил катку. Да ладно, чё, у меня бой затянулся что-то. Я видел, ты там в бою был. Я, короче, обрубил просто эту плашку топ-донатеров. Теперь ее нет. О, заебись. Эх, сука, Лёшка там поехал. Лёшка, не насосавшись еще. Опа. Опа. Ну, конечно. Ну, естественно. Ну, естественно. На ходу мне дает. Офигеть. Ай, бля. Они на дик, а мы не камон. Да, как-то все тугонько у нас выглядит. Тугонько и кисонько. В фулэхе сразу же щи промяли, да. Вот, наверное, далеко укатываться не будет. Посмотрим. Посмотрим. Что у нас есть дерево?
он поедет. Там с горы могут нас поднаказать. Как-то он сильно хочет по щам. Невероятно. Пиздец. То что такое? Да пошел ты. Сразу с вертухи еще стреляет. Ну мразишь. Не на дик, а мы не камен. Бля, подрингень. Подрингень папашкам. Ясно, идите в жопу. Конченые, блин, бездари. Они на дик, а мы не камен. О, ну поверни. О. Пушка все не поворачивается, не поворачивалась. Это прикольно. Он хотя бы разок его пробил, уже хорошо. Все, он пропал за светом. Просто осторожно. Они на... Они на дик, а мы никак. Эх, бля, эх. Хорош. Неужели чекнул? Офигеть, тычки четко полетели. Охереть, красота. А я думал уже кумули заряжать. Даже если мы забрали гору, я бы сказал, что мы здесь четко победили. Четко и конкретно победили. Еще где-то копра не светился. Не, знаете что, нельзя здесь торчать. Платиться жопой можем. Да, усатый обезьян. Так, не точись. Сейчас жопой будет толкать, чтобы влезть. Ложись, давай. Но уже начинает. Это пиздец. Копра все еще не детектат. Железный перит. Подумал Гачслейв. Поехали дальше. Волосатого пиздюка, видите? Лежит тут рядом. Черт самый. Они на дик, а мы никому.
хочу к копре поджаться жестко причем. Конечно, игра с огнем, знаете ли. Тушара конченый. Во время перекатки. Интимный момент, между прочим. Подловили ляжку. Пизда. Блять. Ну, 1300 с хером скорость полета снаряда. Вы хотите сказать, что я не в состоянии в него капнуть? Смешно. Смешно. Поехали. Я думаю, поблондить, потом как-то оно выглядит, знаете, как будто бы там не поблондить. Спидавай. Прикольно. Ну, это же здорово, да, арта пересвечивает. Арта должна как Вафентрагер светиться, сука, за километр. Им для этого и нерфили там маскировку, все такое, один хуй в кустах сидят, пересвечивают. Так. Что такое Таурус ЦА? Таурус вроде форвард такой. Никак не танк. Я не знаю. Это, наверное, этот... Я не знаю. У меня есть кореш такой, Кристал Таурус. Тоже стример. Спросите у него. Но, возможно, знает. Так. Так. Так, ну вроде как все чекнул. Хотя вроде не видно, прямо возле руки лежит. Ты здесь, не здесь? Тут А, все хорошо. А ты запустил и не спросил. кореш сейчас пишет, ой, пишет мне в WhatsApp, говорит, ты что на стриме, блядь? А, Передай ему привет. как его зовут? Лысый? Лысый, тебе привет! Будь здоров, береги себя. Ну и легкого дня рабочего, если ты работаешь. Если не работаешь, то да, охеренный молодец. Фарту мастер. Все, передал. Какие упыри. Хорошо. Такая тычка, я бы сказал, непростая, да, была. Непонятно, куда он сразу круголя даст, поедет вниз, не вниз. Вот ты ВПХу засветил. Ага, красавчик. ВПХ. Ну спи, браток, что ты дергаешься? Завтра всю ночь бесоебить, а ты не выспанный, ты чё, ты чё? Хорош. Он по КД светится, и опиздюливается, и опиздюливается. И арта его, кстати, не рвет. Интересно.
Наверное, чекнули. Сучка, я ему опять подсунул. А? Хотя здесь как будто бы дырки не видно в этой башне, блин. О, бля. Ланул. Там Т-49, сучка, подъехал. Хочу эту штуку ломать. Мне кажется, она тут не столько мешает, сколько помогает. Да, потому что вот это вот чудо будет нас подсвечивать. Во. ТВП там образовался. Изрядно посасанный. Немножко. А, ну ладно. Как раз он базу берет. Я уже хотел пооскорблять. Я вот так вот хотел сделать, и вот так вот оп на скеле. Прикольно. Прикольно. Ну просто если бы я сильно задерживался, меня оттуда сбрызнули. Я думаю, он свалит. Спешил с тычкой. Ну, кстати, две арты, известно, где ЛТВОД стоит, и они не скидываются. Потому что стреляют только по засвету. Скорее. Ночи Блядь, он не такие поехал. гейские. Хорош. На гуслю. Будь здоров. О, там по горе поехали. Ветер уносит цемент. На бабах, как обычно. Опрометчиво просто в поле терпит. Я думал, зайдет. Ладно, пока он торгует, да. Нужно пострелять. Под реброем это хорошо. Его никто не пялит. Господи, хорош! Стоит или нет? Ладно. Нам бы, наверное, надо было уже полностью зарядить. Полностью. Сыктывкар андеграунд. Бля. А, я понял. Слушай, Второй мусолил. раз поджег его, Хорош. блядь. Хорош, как раз в меня хотел разрядиться.
Бля, меня Джессор нормально видит там, сучка. Ясно, мне пиздец. И АМХ еще и скидывается. А чё, нафиг ты Бля. поехал туда? Бля, да я думал заехать, а тут еще поле такое, пиздец, все хаты сломали. Я приехал просто в поле. Да, ну Я ладно. сломал. Ебаный рот. Так, так. Я узнал, что это за танк, это британская ПТСАУ по типу С1 8 уровня, вроде как ДПМная, также с подвеской, точность не очень. На будущем ТТ американском будет огнемет с пробитием 100 и ДПМом 5000. Звучит как что-то хорошее, но сомнительное. Не знаю. Не знаю, что там получится. Надо смотреть, что там по броне будет. Да, и вообще, что это за танк выйдет. И нахера он нужен, самое главное. Сыктывкар underground. Да, усатый. Ой. Короче, значит, надо было просто выехать. Чё, Выхватить надамажил? 4000 дал. Ну, у меня тоже 4200. Ну так вот. Да. Она пойдет. Пойдет, зато как волшебные тычки летели, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Пошли, мы дочекаем все. Ну, вроде как даже все дочекали. Вот так вот. Ой. Надо будет, наверное, потом пельмешей себе сварить, подкрепить. Со всей силы. Так, защитка что-то хорошо. 300 миллиметров плюс-минус в круг. Что башня, что корпус. Трон, ФЛ будут шить, наверное. Котяра. Котяра по жопе тряпка сегодня получал миллион раз. И спрея водой тоже. Что ведет себя по-скотски. Ну, блядь, кучку поставил. Клятие разраба. Сука. Я еще по сторонам смотрю, еду. М. Ну давайте-ка, деда четвертого, например. Никто не сливается, а жаль. Блядь. Да, не. Прикольно. Прикольно. Они на дик, а мы не камон.
Стоит, терпит тут. Значит, не вариантик. Тот фланг вообще в говне, да, там... Разбивает на скилле. О, меня не чекнули, охеренно. Охеренно. Пиздец. Пиздец, да ты стебешься, Лёша. Его кончили. Движа не будет. Тут движа не будет. Ну, дед вот тоже поехал, слился, ради чего вообще? Ну, это же смешно. Да, там как будто бы переворот кабачковый. Кабачковый переворот. Турбач намечается. Угу. Этот фланг в говне. Это ничего залагало. Я объеду я. А там придурок этот сидел. Блять, из базы кидает. Что было за босса? Геть не закидывают, там вообще кошмар. Тебе надо было сюда выехать. Прикольно, блин. А нихуя не турбач. Будет терпешка жесткая. Слушай, мы вот этих вот не запушим. Сейчас еще об них посливаются вот тут пацаны. И у нас в жопе, скорее всего, Я уже уже танки. объехал. Я уже в жопу им заехал. Им тоже надо перекатываться. Это Фиста Павловск. Да, вот как бы и все. Ну-ка, действительно, давайте мы вот так вот пощупаем. Или не? Фош просто смотрит. Минус 2 у него. Минус 3. Минус 3. В полку мы не суванем. А так вот можно. Да, одна тычка. ТВП просто идет. Шпукляк так нихера не съехал со своей этой позиции рачей. Опять я у тебя весь урон спиздил. Ну, я 1500 только дал. Офигеть, он пол хп. Без вариантов, конечно. Ну, хер бы с ним.
Хер бы с ним. Шли глянем комменты. Комменты глянули. Александр, здорово. Как танчик? Ну, нормальный, пойдет. Пойдет. Он очень сильно похож на шарфика, только хуже. Но в целом ладно. Спи, давай, ё-моё. Ах, бля. Сколько мы боев сыграли сегодня? 24, ёпт. Надо еще столько же. Минимум. Надо как раз 4 часа. 4 часа 24 катки катали, прикиньте. А здесь обычное освещение. Вы поняли? Поняли, как оно работает? Прикольно. Че, куда поедем? А я сейчас вот эту вот перекатку чекну. Потом посмотрим. Хорошо. Спокойно, усатый. Да уж, они прям шайкой проехали. Это мне особо удобно, я, блин, на лимузине таком. Мне еще Кобра оттуда может подсунуть, вполне реально. Вполне реально. Да, что здесь еще такого придумать? Давайте мы зарядим кумули. Скорее все равно в морду будем стрелять. Карточки нету, кстати. Перед Вафлей кто-то стоит. Угу. Хорошо. Хорошо. Эти с пролагиваниями бесят адски. Пиздец его размяли. Сдули. Ну. Уж он вылетел, походу. По кайфу, SG, хорош. Хорош. На тот фланг поеду, там что-то не очень все выглядит. Помочь поди. Да, я даже не знаю. Поехали. Походу, пока доедем. А, ну ладно, может быть и норм будет. Ну, Кобра приехал.
-2. Гачистан андеграунд. Догоняю тебя. Ага. Как вот можно засцать? Блять, я не представляю. Просто не представляю. Блюдки базу берут. Хорошо. Шадвойка снайперит. Этот едет Сука, не 590. Не попал я в него, бля. На каточке. Я этого колесника забирал. ТС-ка там. Хорош. Хуя он отчаянный. Так и сделаем. На. Отлично. Этот ублюдок все-таки сюда не приехал. Вообще супер. Спокойно, котяра, спи. И котейка рядом спит, прям вот в руки упирается. Вафля у них где-то еще. Угу. Петь меня разок не пробил кумулем, но бывает. Прикончали. Я еще пол вафли насветил. Красава. Жопу деда нашел. ЦП пушки, бля. Что ж ты меня не встречал? Я еще еду, думаю, не дай бог он будет на ДЦП гане, мы же не осилим. А ему, кажется, все равно было. Пойдет. Пойдет, слушайте, нормальная каточка вышла. Да, усатый. Рысь, давай. Рысь. Так, пошли комменты глянем. Как кошара зовут? Князь. Ну, либо Коршун. Вот госпожа моя Коршун его называет. Либо черт, либо черкашанок. Либо усатый. Черт. Так. Комменты поглядел. Спи давай. Спи давай.
Кембич. Ну вот, троху процент побед, да, начал подрастать. Троху катки пошли, но не все. Под ноги полез. Шерстила. Че его зовут пидориной шерстила? Ай, бля. Рекорд стрима, кстати, по урону только что был. А еще нам надо будет зарулить в режим Вафентрахен, между прочим. Между прочим. Ты чё, куда? А, я направо поеду. Кстати, сколько у нас там стрим идет? 4 часа, ну и все. Ну и все. Ты играл, наверное, в танки, нет? Который у меня. Не, ни разу. Это 9, да? Да-да-да. Оно лучше, чем 10 или не? Намного, блядь. Да. А там сколько снаряд летит? Быстро, не быстро? 1150. Ну, все под калибр у него. Ага. Тогда норм. Бля, нихера себе. Да, ёпта мать. А я ему не попал в НЛД, прикинь, блин. Я его засветил. Бля, да вы стебетесь. Слушайте, я сейчас буду расплачиваться за нормальную катку. Мужчина на концепте снайперит. И на вот этой дерьме, да, которая мега имба. Переезжай сюда. Сейчас в городе движ будет. Ну так вот. Это здорово, что артоводы пока что не жаждет меня. Она в город кидает свиньи. Я тут Это флаг городская пустой вообще. карта. Городская карта. Ой, зря переставил. У них на базе, короче, польская ПТХ еще 9 левела, и концепт где-то здесь стоит. Ну, на нашей стороне, короче, в лесу. Ближе к базе тоже. Забыл инфой поделиться, я лалка. Так нельзя делать, надо сразу сообщать. Враг до Эйнала вернул в хаос. Софистин, ой, о, бля, я провтыкал урон. Какой-то блайнд крепкий мужской упал только что. Реально блайнд за блайндом, только непонятно куда падает. Ладно, мало ли в меня. Немножечко охладим трахание. А дворик я не пойду, потому что здесь еще у нас туман войны. Этот, если надумает свалить, мы его подловим.
А, дерьмовенько. Ну, значит, просто стоим, терпим. Там пошла война, волна по полю уже. Дим. Погнали ближе подъедем. Да, тебя как-то расфестовали там жестко. Арточка всех в городе там насовывала. Бля, жестко. Просто все взяли и закончились в одночасье. А пока ехал, реально полкоманды легла. Башня. О, бля. Прикольно. Это был блайнд, кто не понял. Вот я, если что, не понял. Да ёб твою мать. Все в простреле был, да? И повернул башню в эту сторону. Зачем? Ладно. Ладушки. Так, читаем комментарии. Грандмастер, здорово. Чё по оборотке на этот танк? Трофейная турбина. Улучшенный механизмы поворота боновые. Обязательно. И вентилятор тоже боновый, желательно. Так, пошли глянем комменты. Так, ну все комменты глянули. Не все, не все. Так, я завел себе кошару пару дней назад. Пиздюк вам кличу, правильно. Правильно. Должен знать, где его место. Ладно, пойдет. Блин, ну, как выяснилось, надо было раньше ехать. У них херова гора ПТ, да, там Е4 на базе стоял, Т-30 просто в поле стоял. Да уж, да уж. Но я боялся, что я с этого леса и выхвачу. И вроде когда казалось, что уже хер бы с ним. Получается, перестоял. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Тем более, кстати, лучше, знаете что, после катки почти в 7000 урона, лучше мы просто в кустиках перетерпим. То, что беспредел может случиться на ровном месте. Ну, погнали на гору. Так и быть, погнали на гору. Че, на гору поедешь? Да, поехали, поехали. Никон шарфики. Он даже на шарфика похож. Шарфик меньше, у него на одну тычку больше. Между снарядами на 1 секунду меньше. КД барабана такое же. Бля. Едет он, кстати, вроде как побыстрее, но, по крайней мере, вертится точно получше. Точно так же ВЛД рикошетит. В основном брони нет. Ну и башня, кстати, тоже иногда рикошетит. Здесь, я думаю, не будет ничего рикошетить вообще никогда.
А вот срикошетило, fuck you. Софиста Павловск, иди в жопу. Да, ну вот я немножечко тормозной путь не рассчитал. Так, конечно, не надо было делать. Отсюда можно увидеть 704-го, да, но не на этом танке. Ой, говна. Ну. Блин, реально не могу никак увидеть. Но отсюда мог. Отсюда мог. О, еще как. Скажи, бобр, как у меня подъехал. Трясет своим стволом. Коня видишь? Да. Ух ты, ёп. Здесь, конечно, вообще ничего делать. Вот. Вот самое умное, что придумал Леопард, это просто приехать, стать круг и все. В начале катки. Просто делает свою работу. И все. Вот херово отсюда нельзя подсунуть. Вот отсюда, мне кажется, можно было бы. Там проджета поехал вкатывать. Смешно. Приехал на центр тащить катку. Говно. Какая шляпа, господи. Ассистик форманулся. Будет меня крысы называть в личном сообщении. Тинканул, сучка. Пошел ты. Баджера как-то кончили там, видимо, сверху.
Ничего не пойдет перекатывать. Ты чё, ты чё? Не поехал. Пацаны, вам надо проехать, бля. Какие вы девки, это пиздец вообще. Какие же вы девки, свинотавр стоит, танкует. Поехали, доходяги дырявые. Кстати, вот этот хуевенькая затея ушла. Стоят. Стоят. А нахер бы с ним. Ну шо ты, кожаная голова, здорово, как бречка, нормально, мне нравится. Не супер имба, но пойдет. Устраивает. Так, Leisure Head. Так, сейчас быстренько посмотрю коммент. Бой Next Door, здорово. Здорово. Ладно, мы все комменты посмотрели, я так подозреваю. Да. Константин, здорово. Ну, красавцы, Тёме скажи, что ехать ему пора. Так, мне там сообщают, что тебе пора ехать. Все, давай. Давай, братан, Спасибо. счастливо, спасибо тебе большое. Так, взвод обкончен, поехали дальше. Завафлю в режиме, чтобы поиграть, походу, час надо ждать. Не, завафлю тебя мгновенно закидывать, потому что их в очереди нет. А хотя сейчас, не знаю, там, может, кто кому-то билеты на выпадали, хер его знает. Так, мы приехали на лохавскую карту, кстати. Пожалуйста, осторожно. Пожалуйста, осторожно. Помойка не игра, а сплошные турбачи. Был бы донат, ушел бы на Европу играть. Дебил. Дебил. На Европе же нету турбачей, конечно. Ну, естественно. Да и, честно говоря, вот я сколько себя помню, турбачи эти заебывали, я не знаю, с года 13-го, наверное. Так что еще большой вопрос, что аномалия турбач, либо обычная катка затяжная. Ой, вошла. Кстати, там, возможно, была флюоска. Да, что-нибудь такое быстренькое. Не обрезанное. Блин. Ух, бля. Опять вошла. А вот это уже мужской вкат. Опа, гачи вкат. Опять вошла. Битва экстрасенсов просто. Не мир танков, а битва ёпта, хорош! А битва экстрасенсов. Два артовода скинули, господи. Там хоть кто-то чекался вообще? Загрузили все, что можно. Type 61 только не чекался. Там, кстати, да, мусорка вот эта вот с броней. Походу, возможно, в него попадал. И мы стопудово его не пробивали. Стопудово.
Давайте скипнем кумули. Пиздец, ты, блядь, мразь. Что здесь забыл вообще? Выехал по мне пострелять. Пришлось пососать. Бля. Этого не ожидал никто. Он сейчас просто вкатит по прямой. Блядь, сучка. Сучка. Надо успеть съебаться, чтобы мне второй не пристроил. А! Хорош. О, вот это хуёненько. Тоже хуёненько. Блять, столько было надежд. Кадышевых. Да, что мы Маусу сможем расфестовать, а вот не смогли. Не смогли. Я не буду его чекать. Я буду только по насвету кидать. Они на дик, а мы не камон. Либо, слушайте, может нам вообще туда уехать? Может Маус чекать на перекатке, тогда будет сосом. Да, он бы меня чекнул на перекатке. Чтоб он увереннее бортом там торговал. Да, чтоб он почувствовал власть. Я думал две всунуть, потом решил, что нет, слишком рискованно, обойдется Маус. Ну чё ты жмешь, поможи. Я тут при чем? Пиздец, у него стрелять, ты чё, ебнутый совсем? Там по полю жопа происходит. Да, я еще здесь приехать не смогу, ну, это вообще кошмар. У него 1200 хп. У него 1200 хп. Этим надо пацанам как-то... А ну хотя некому катать, все пососали. Они на дик, а мы не камен. Надо было вторую давать, мне уж им скажу. Ах. Да, короче, надо было просто дать вторую. Все стремаюсь оттуда выхватить. Хотя ни разу оттуда не выхватил. Он залпанул. Свинина грязная. Хапанул по щам. Да, ну и хорошо, что я туда не поехал. Не приехал, точнее.
Дрочильня, блин. Либо через тычку Мауса ёбнуть, а если мы не ёбнем? Не, ну скорее всего ёбнем, я тогда буду посасанный, а нам прям не сильно подходит. Тем более вот эта бебра может здесь опять стоять. Либо я засвечусь, он выйдет, даст по мне тычку, я помру. Может быть такое. Хорош. Отлично. 122 там выстегнул. Отвечивайся, свинья. О. Они на дик, а мы не камон. Понимаете или не понимаете? Не видно его. Давайте под колы перекинем. Вот и гниль. Выстегнули. За артой срочно. Нормально катка подтаскалась. Опа. Пизда, да ты охерел. Браток, надо подъехать. Мне даст тычку, потом даст арта. В жопу. Ничего, кстати, зеленым даже близко не горел. А, прямой на 400, ясен хуй. Ясен хуй. А уж. По итогу арта кончила. Так, наш. Да, хз. Очередь на гончих 0, а вафля. Нихера себе. Обещал вчера обзор на маникюр в ТГ канале Обманщик при закрытии донат полоски, между прочим. Она сделала одна рука, короче, белая, а другая темная. Ах, блять. Ну, плюс там всякие блестки, хуёстки. Блять, вот он даже голдовым фуга. Ой, сука, фу, ну какая мерзость. Просто фу. Меня никто, да, там не рассувал. Ни ублюдок этот на двустволке, да, там с дальника, ниоткуда вообще. Никого. Ну, зато арта вот тут. Оп, и все. Оп, и все. Я вот готов поспорить, что на такое расстояние, да, там, ну, где-то метров 600, я бы вот на этом танке, в такой же, как я, танк, в силуэт просто не попал бы. Даже в стоячий. Очень мало вероятно, что я бы попал. А еще на ходу это пиздец вообще. Так у меня под калибр, скорость полета снаряда, все дела. Арта вот как нет. Арта реально самый точный танк в игре. Самый точный танк в игре. Потому что у них там пишется, конечно, разброс, там 0,60, все такое. Но, объективно говоря, ни один танк в игре обычный на расстояние там 600, 700, 800 там, метров не попадет в силуэт. Очень мало вероятно, что попадет. А арта регулярно это делает. Регулярно. Вот. Отдел баланса молодцы. Так, значит. Так. Вы. Вы. Надо бы себе нарезать еды какой-то. Что там скажу. Какой-то вслепую засунули. 44-ку помним. В гниля мы вслепую запихнули. Ну и все. Только в гниля вслепую запихнули. Так кого-то мы там не пробивали. Пойдет.
пойдет. Так, сейчас я небольшую музыкальную паузу врублю и пойду себе поесть что-нибудь возьму, потому что... Ну, не возьму, на кухню пойду. В режим не забудь сыграть. Стартер халявный дадут. Пошлите поиграем в режиме, действительно. Я 28 каток сыграю. Ну, танк прикольный. Во-первых, можно играть на обычных подколах. Это вполне норм.
Он, главное, попадает в танки. Да, то есть он не бесячий. Ну, К-91 мне, честно говоря, наверное, больше нравится. Хотя, хз. Хз, они по геймплею в чем-то схожи, но на К-91 как будто его можно жестче делать. Да, на нем можно светить, все такое. Но этой штуки обзор просто не позволяет. Да, с вентилятором, с докпайком. Да, ну и хер бы с ним. Танк все равно прикольный. Я думаю, планка на него еще упадет. Будет точно ниже 4000. Бой. А, подождите, знаете что? Ясно. Надо глянуть на первую покупку в день стартера за голдом. Скидка там стоит? Или все равно, или 2000 типа стоит? А ёпта, не здесь. Конечно, более-менее все по фокусу кидать. Они, кстати, по фокусу кидали. Не реагирует бот на включение щита. Но зато целит до последнего, сука. Просто до последнего. Я всех ХП обосрал об них. Смешно. Check this out. Come on, let's go. Но задача все равно на урон. Давайте мы этим, наверное, и займемся. Хорошо дает. А вафельница подождет. Да ёпта, а. Вафлю, наверное, не наснимали, да, толком? Угу. You are welcome. Не вариантик. Так, стопнем. У нас короткий стрим. Мало ли опять хайпанется чуть-чуть, да? А под музыку он не хайпуется никогда. О. Вафел приехал.
ты нахер. Ну, видимо, насрать, что я под щитом. Ну и приехал, забайтил на эту сторону. Ясно, там пиво. Там пиво. Бля. Наебал, сучка. Ладно, хер бы с ним. Нам еще надо 3000 урон нанести. Если она здесь не выстегнут, то можно. Главное мне не первым вкатывать. Все будет норм. И все будет норм. Конкретненько, да. Это я так считаю. О, меня апнули. Да пошел ты. Понял. Я все пытаюсь реализовать своих две нищих тычки. И ждет. Хорошо. А, нихера себе мы проиграли. А, победили? Не... Прикольно. Прикольно. Прикольно, а где мой стартер? Все-таки дали. Угу. То, что у меня 11 до гаранта, прикиньте. Это типа 10 стартеров. Что, где-то выпадет? Да, может выпасть, по крайней мере. Короче, это либо 19 тысяч голды, либо 19 тысяч голды. Блин, ну говно. Говно. А не, у меня будет 2. Или не, подождите. А, это, короче, только до гарантированной награды. Ясно. Ну их в жопу, блин. Так, подождите. Я не чекнул задачу свою. Угу. Лалка. Пошли быстренько комменты глянем.
Катал вчера и на бате, и на паттоне все равно ТВП больше понравился. Вот только 140 шляпа вообще полная. Так. Так. Вроде все чекнул комменты. Да, их с дистанции проще пялить, у них скорость полета снаряда, дерьмо. Можно двигаться, все дела. Нам. Ну вот и вафельница. Тихо. Да, пошел ты. Ты там с упреждением дал. Красава. Что в игре такие же щеки, как у Еписюна. И у ботов тоже в землю падают снаряды. Ёпта мать, батя приехал. Того бродяги сбил, сука. Не убил шатну. Ну хорошо, что ты не убил. Но меня сейчас ебнет. Да. Да. Блин, да как так-то, ёпта? Как он сбить успел? И как смог, вроде нормально стояли. Не, давайте его где-нибудь. Офигеть. Ах. Вроде не на меня смотрит, уже молодец. Ага. Бля, у тебя жестко пушка пускает, папанька. Пошел ты. Иди нахер. Мгм. Часовые на посту, в городе весна.
Проводи нас до гей-бар, товарищ старшина. Он прям работает. И тут Зигар как будто бы слабее, честно говоря, по броне. Разберется. Разберет, подкармливаюсь. У него, короче, по КД базу берут. Я думаю, что не затерпят. Да, жёстко. О, тихо. Бля. Я все еще в засвете, сука. Он промазал. Боты караулят. Молодцы. Вот это херовенько. Не могут отстрелить вот прямо вот здесь. Шот нам везет, как в рандоме, как у людей. И мне тоже повезло. Да, можно было щит не нажимать, короче. Гейт будем сейчас по 600 закидывать. Под пальчиком еще. О, красота. Ну что там вафельницу доберут? Вроде как могут, только я вот, если не успею. Случайно тройку нажал. Хорошо.
Так, давайте комменты глянем. Так, все, я подкрепился, извиняюсь, поскольку стрим долгий. Надо было немножечко поесть. Реле зажигания, хорошо. Хорошо. Ну и шекели дали. Даже медали. Вся жопа в орденах собрал. Это всё. Гачих. На стороне гачих играл. Так, и что хотел посмотреть? И, блин, забыл, прикиньте. Как это понимать? А, задачу надо посмотреть. Опыт надо заработать. Прекрасно. Погнали. Погнали. Так, Чупачев здорово, только что открыл стартер инженера, который дали забой, выпал стиль на 14 дней прямо, стиль 14 дней прямо, потом заменилось и выпало немецкое ПТ. И 10 резервов за серебро, поздравляю, поздравляю. Мне тоже. Я точно так же скипнул в первом же стартере, я точно так же скипнул за 750 серебра, и мне дали резервы и премиум тоталс. Я прям, ну, я был доволен. Да, и сегодня еще на нем мы поиграли, хорошенечко причем. Одни плюсы. Одни плюсы. Фигово здесь вот нету, вы поняли, респа. Как будто бы надо вот сюда ехать. И здесь вафельница будет делать это там. Угу, ладно. Дюка малого пошевелим. Вот так вот. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Ёпта. Понял. Понял. Сейчас большой босс выкатится, нам бы лучше не рамсить. Хорошо. На КД. Пацаны не маленькие, сами позахватывают, да? А мы будем куколдить. Я не знаю, где вафлевод, видимо, с ним что-то не так. Там когда-нибудь попадался вообще вафлевод АФК здесь? Во-первых, это было бы очень смешно. Тихо-тихо-тихо. Пошел ты. Там еписюнчик какой-то прикрывает. Копанул. Эх, жаль. Жаль, да, мне в скосик засунул. У него вот эти вот тычки, они, видимо, вообще не способны срикошетить, да? Просто, ну, отображается как фугас. Жаль. Жаль, я вот где-то вот в сердцах надеялся, что мало ли рикошетит что-нибудь там. Успел подсунуть. И без пантеру еще. И вот так вот. Да. Поехали нахер. Если что, после каточки все комменты гляну, друзья. И напоминаю, что есть полноценный стрим. Параллельно идет. Есть на весь экран, а есть в формате шорс. Можно зайти на канал, заодно подписаться и выбрать подходящую для вас трансляцию. Либо шорт, да, либо полный экран. А также есть ВК Play. Есть просто в группе ВК стрим и тролла. Так что выбирайте, кому что удобнее, немедленно подписывайтесь. Поехали. А, нихера себе на скеле. Видели? Очень резко повернул морду. Шлепнул меня. Я думал, что он будет смотреть, там ворон ловить. Оказалось, нет. Вот заодно комменты и глянем. Пока я там появляюсь в каточке. Ну, я думаю, что мы все глянули. Все, что могли. Да, погнали. Интересно, кстати, за что опыта больше дают? За то, что мудохаешь ботов?
вафельницу, либо за захват вышки. А, карачунчики, кто шарит? Точнее, кто исследовал этот вопрос? Нормально. Мне нравится, как с такой скоростью полета снарядов они берут упреждения и очень толково. Поехали вафельку постреляем. Ага, I like it. Да, есть такое впечатление, что если поначалу вафлеводы легко выиграли, то сейчас что-то они не могут. Началась оперативная импотенция. Да уж, да уж. Да уж, да уж, даже стрёмно, честно говоря, на вафли садиться, чтобы не поймать оперативный позор. Горбун. Надо опять разворачиваться туда. Даже ХВК тут есть, нифига себе. Понадобавляли, да? Бедный мужик. Бедный мужик. Да, честно говоря, как будто бы шанс на победу у него и не было. Просто по КД сбивает щит и сосо повляшили сразу же. Он, конечно, ни разу не портанулся, ни разу не кинул... ну, вы поняли, что. Как это назвал? Короче, этот привет, с неба привет этот не скидывал. Наверное, сам виноват. Так. Арман, ЧО Бану, здорово. А как тебе этот танк? Стоит выбирать? Да. Да, он неплохой. А чё только гачи шорт? Есть еще полноценный стрим. Андрюха, ты же должен знать. Лина Стор Шалям. Как тебе Ягер? Крутой. Крутой. Ну, мы на нем отыграли, сейчас вам покажу. А, там, походу, я завтыкал, не прочитал комментарий своевременно, да? Короче, мы на нем отыграли вот в 3300, да, с учетом того, что мы полстрима играли 50% побед. Да, ну, как бы не сильно жирно, но в то же время, с учетом такие были бои, пойдет. Он очень похож на Шарфутюр, только во всем хуже. Реально так. Очередная попрошайка. Дарт Вейдер, все верно. Задонать, пожалуйста. ВДМ, привет. Привет, а что, лучше из 4 или из 7 сейчас? Хз, как будто бы недавно был на ИСе 7 стрим, кстати, вот тоже. Бля. А вы, наверное, не увидите все равно, да? На шорте не увидите. Короче, в 4500 мы на ИСе 7 отыграли и взяли 3 отметки. Но, блин, даже не знаю. Не знаю. Но мне кажется, для новичка лучше будет дед 4. Хотя, ну, вопрос дискуссионный, прямо скажем. При том, что деда будут апать в январе. Привет, взвод играешь. Если честно, Марк был хорош. Здорово. Взвод у нас забабло, там описание все есть. Малейкум салам, Наиль. Здорово. Здорово. Так, сейчас быстренько все дочекаем. Платонов, ты немецкую ПТС ловил. Я сегодня на вафле сыграл до 4К урона дал. Красава. Мужчина сколько задонатил. Ну и с первой коробки открыл, пацаны, вчера. С первой коробки открыл вчера. Выпало 30 дней према. Потом мы успешно за 750 рублей скипнули, да? Серебра. И вот, алло. Да, конечно. Угу, договорились, спасибо большое. Из леса звонили, сказали, иди нахуй. Так вот, о чем я? Мы скипнули, и нам выпала ПТХ. Я охеренно рад. Потому что я купил за голду, по сути, мы за 900 чем-то голды открыли ПТ-9. Премиум. Ну и она реально ничего. Реально хорошая.
Едет, стреляет довольно точно, кстати. Так что какие могут быть вопросы? Ну и плюс фармит тоже норм, потому что подколы хорошо летят, хорошо пробивают, что еще надо? От нормального танка. Правильно? Правильно. Так, ну вроде как все комменты подглядел. Ждут пацаны. Ждут. Да, тигрики всякие там, это вот лоток. Это кошачий лоток. Моего кота тоже такой же там. Расковыривает его каждый день. Превращает в лоток квартиру, блин. Где наполнители раскидывает. Еретик. Еретик. Оп. Знаете что, вот этот режим, он поприкольнее, чем линия фронта, да, если мы говорим о том, чтобы играть бухим. Здесь пьяным как бы есть элементы экшена, да, догонялки всякие и так далее с 8 траггером. Ну и пострелять намного проще, да, потому что там иногда бывает такое, что дрочево бешено на этих картах. А здесь он в бота суй сколько хочешь. Ёб твою мать. Давай, папаша. Слушайте, я, короче, пересрал, а тут пацаны не пересрали. Но забегая вперед, скажем, что фатальная ошибка. Да, надо было все-таки пересрать, ну и хер бы с ним. Не мое дело. Ладно, мы еще успеем. Ну вот этот Лёшка хотя бы знает, как пользоваться телепортом. Поэтому непонятно еще, одолеем ли мы его или нет. Сейвится. Сейвится золотком пантера. Прекрасно. Немедленно на болевой берем. Как раз вафельница подъедет. Тут мы его и хлопнем, да? Это он сейчас небо привет не прислал. Вот если бы здесь прислал бы, это был бы просто скандальный скандал. Скандальный скандал. Прям на меня. Да пошел ты. Хорошечно. Ну пока его развлекает, я думаю, можно нам дозаряжать барабан. Look it up. Кому-то гудок отстегнули там. Полностью. Полностью. Великолепно. Ну, поехали дальше курить. Там вон боты ждут. Ёб твою мать, папаша. Только не обращай на меня внимания. Он опять стреляет в щит. Поехали, гремлин. Ой, сука. Хорош. Хорош. Невнимательный трохи мальчишка. Да. Кстати, едет только за мной, заметьте. Ты скотоложец. Меня еще подкинуло на этом мусоре. Хорошо, что он сдался. Никогда, пацаны, не сдавайте. Он бы мог мне сейчас отстрелить гудок. Да. На моменте как не доиграл. Разъебает он. До свидания. Ну ладно. Слушайте, поехали.
Не, вот это захват это очень стрёмно, кстати. Простреливает со всех сторон. Я думаю, что, возможно, если он поедет дальше, все будет хорошо. Поехали отвлечем. Отлично, мы ему организовали 2 стула. 2 стула. На кой сам сядешь, на какой Джоу посадишь? Я думаю, что у нас не получилось. Он все хочет и хочет. Все хочет и хочет. Я опять поеду в круг. Так понимаю, разъебайтинг там не организовывается что-то вообще. Пиздец, они не захватили, вы стебетесь? Да уж. То, видимо, просто не попадал, не пробивал. Ну, конечно же, вот... Надо же брать, которая в поле стоит, чтобы кто угодно мог подсунуть. Да, чтобы пафельница легко задефила. Кстати, интересная тычка была. Отлично. Он еще подождет. У нас овертайм. Просто осторожно, у нас овертайм. Пофилтрагер Е100. Блин, ну кроме шуток, я в этой катке дурака не валял. Я даже сыграл как человек. Мы не победили. Ну просто поразвлекаем. Имею право. Видимо, забил. Ни хера себе. А, он телепортировался. Он телепортировался. Но мы уже все не успеем. Если бы успели эту штуку взять, нам бы... А, нет, все, хорошо, хорошо. Отлично. У нас появился гачи шанс. Пока он не размусолил мужичков наших, да? У него просто некоторые инициативы есть. И это надо понимать. Блять, пацаны, постреляйте в него. Алло. Прикольно. Слушайте, я подтащил катку. Более чем ключевой барабан получился. Это с учетом того, что мы не просрали свои бусты. Очень хорошо. Так, Илья, здорово, 29 лайков, мужчины. Даже 231, мое почтение. Все, кто прожимали лайки, молодцы. Кто не прожал, тот лалка. Так, везучий, хорош. Он боны фармит, да. Ну, как все девятки должен фармить боны. Да, реально неплохая ПТ, и кому интересно, можете стримец промотать назад. Вполне устраивает. Вполне устраивает. Так, что нам еще по задачам? А, надо еще опыта нафармить. Поехали. Почему бы и нет? Правильно? Правильно. Комменты вроде поглядел. Нет мне места. Нет мне места. Слышишь меня? Надо было бы башку помыть и причесаться нормально как человек. Да, то люди могут подумать, что я
Дырка от жопы. Что жопа Джова? Это, блин, лохматый сегодня прям. Так, как режим? Да, нормально. Миша, здорово. Нормально. Нормально. Почти такой же, как был до этого. Ну, единственное, что ввели стартера, да, там коробки, все такое. Много ништяков, но очень дорого. Какой нам не идет. Ну и то, честно говоря, самый главный лот мы выбили, не считая десятки, да, но десятка. Главный лот только потому, что это десятка, а не потому, что крутой танк. Мы пока что без десятки покатаемся. Страшно, я думаю. Сунул в этого союзника, ну бывает. Это ж мы люди. Я не помню, в прошлый раз эта карта была, не была. Я не чекаюсь. Теперь чекаюсь, я понял. Да, я тоже не чекался, но, видимо, за этим, за домом. Поэтому так. Ну-ка, отсюда есть. Я только хотел сказать, что у меня Еписюнчик снимет. Повезло, что он не пробил. Как бы нас лично бот отправил бы в ангар. Было бы стыдно. О, ты, бля. Найс ЭС. Найс ЭС. Отлично, сейчас пацаны заберут. Я как раз с холмов напихаю в него. Так вот. Вот и крендель. Отлично. Я ж думал, он за угол заедет. Он заехал за угол. Моя. Блин, ну вот, объективно говоря, вот такое место идеально для того, чтобы вафельница зажил. Просто идеально. Эти вот дома всякие. Просто среда обитания. Думаю, можно ехать смело, захватывать новую вышку. Вышку. Да ты охерел. Кто меня начекает? Ну, обзор такой конкретненький, я бы сказал, вот интрагера, куда не заедешь, везде тебя чекают. Ну, понятно. Понятно, в одно рыло захватили. Также будет там сидеть, блин. Потому что пацанам веселее ботов пялить. Я, конечно, все понимаю. Ну ладно, пускай пялят. Он вот как будто чувствует. Да. Мамкин пирожок. Уж. Я хоть скинуться успею в него до конца или нет?
Хорошо. Поехали дальше захватывать. Пацаны уже захватывают. Пускай захватывают, я тогда где-нибудь подожду. Сбивает базу. А, ну потому что там разъебайтинг произошел, увидели? А все. А все. Так ты такой и есть. Все верно. Серега молодец. Охуенно подъебал. Мамке передавай привет. Шутник. Взял быстренько. Нормально достаем. Или может быть... Тихо, погодь. Ждет, когда мне щит упадет. Ну, ему хана уже все. Это уже официальная информация. Хорош. Уже третий раз вафельку убили. Красота. Красота. Так, сейчас быстренько дочекаем. Угу. Угу. Вроде как все чекнул, да? Да, здорово. Здорово, ё. Все, очко не можем дофармить. Хорошо. Хорошо. Спасибо за 34 лайка на коротком стриме, ребята. Мое почтение. Так, я там провтыкал комменты, походу. На большом стриме, да? Так, это вчера и оглушение разве снимает захват? Там есть у него выстрел такой, который, ты понял, там сплэшовый. Так, давай, открывай портал. А я 2 раза скинул 15 дней према, и мне выпали резервы. Да уж. Ладно, по крайней мере, здесь реально что-то можно выбить. Толковые, да? Ну и с учетом того, что Хиро гора хороших танков. Не новых, но хороших. Тоже жирный плюс. Хорош. А где остальные подружки? Подружки зигометы. Хорош. Ты это же мыхнул, так же мыхнул, да. А ёпта. Не срослось. Вафельницу все еще не видно. Так одним глазом поглядываю на карту. Да. Слушай, они даже прострелами суют и делают это охеренно уверенно. Вот это боты. Ну ладно, вот это вот мы скипнем, конечно.
А то, что он попкой торговал, но в целом жесткий. Сразу вафельницу нашли. Видимо, когда щит падает, его сразу же видно на всей карте. Нет, он не обратил внимания даже. На наше воспитание. Да ёпта, мы уже который раз стреляю, не стреляется. Терпит. Терпит. Поехали ботов пялить. Правильно? Правильно. Надо бы свет врубить. У меня вот на улице такая же погода. 1 в 1. Только что Вафентрагер не заебывает, а так одно и то же. Да ёпта, что за херень? Тычки странно летят. Понял. Кстати, не чекается. Да, вот он. Чучело. Кабачки в землю не падают. Ну ладно, ничего страшного. Вот в рандоме ботчат точно так же стреляет, только в упор. Точно так же. Здесь он хотя бы по-человечески как-то, да? По-людски. На ботов мансить пытаться. Вообще, если сильно захотеть, да, можно наскидываться в него. Даже без этих, без бустов. Если, конечно, все этим будут заниматься. Очковтирательством вот таким. Потонулся. Ну да, реально, он вечно в этой перезагрузке, блин. Вечно в перезагрузке. Короче, не маленькие, блин, убьет. Сразу четко пацаны реагируют на угрозу. Надо набирать как-то. О. Но есть и плюсы в сломанном двигателе, да, у нас получше стаба. Так, хорош. Хорош. Нам там очков дали, хватит нам или не хватит? И это важно. И это важно. Сейчас добьем этот режимчик, поедем дальше на новый пытахи кататься в рандом. Угу. Ага. Да, да, все добили. Шикардос, ну и все. Пошли на Ру-6. Видели, Ру-7 жмыхнули. Интересно, он сломался или его специально вывели из строя? Силовики вывели его из строя. Знаете что, засекаем время до того, как Алёшки придумает легенду, что Ру-7 это специальный стример, этот сервер для стримеров.
чтобы они там нагибали ботов. Специальный. Да-да-да. Да-да-да. Погнали. Ну, вроде комменты не проселил никакие. Не просил. Я напоминаю, что есть параллельно стрим, который на весь экран, можно зайти туда, подписаться и выбрать подходящую трансляцию. Есть шортс, а есть обычный. Просто зайди, подпишись и выбери подходящую трансляцию. Также есть ВК Play, есть Турова, и в группе ВК идет стрим. Да, так что подписываемся. Немедленно. Кстати, забалансил хорошо. Я еще свет собирался врубить, так и не врубил, блин. Будет открутка по зрению. Ух ты, бля. Пошел ты. Пойдет. Пойдет. Лишь бы мне сюда не засунули. Слушайте, как-то подлагивать начало. Это что такое? Не, мы дальше рамсить не будем. Может, какой-нибудь смарт-эсовец отсюда выкатится, мы его жмыхнем. Ну, не настолько жесткие, да? Случаи, да? Будем терпеть. Афинца упала. Ну. Слушайте, он просто приторговывает, но не для меня. И мало ли мы его там шуганули, да. Да уж. Центр выжили у них. Поехали. Ты на вафле 3 Да, хер когда? Что, зимой, наверное, 3 отметки на вафле сделали. Вот возникала мысль на вафельке поиграть, и все забываю. Да, надо бы какой-то стримец кабачковый организовать. Неужели меня никто не накажет? Какой непослушный стример. Да, реально, слушайте, он торговал здесь хер сколько, и никто даже не почуял запах, что он торгует пердачком своим. Беспредел. Кабачковый беспредел на бульваре Слейвс. А, этот отстреливает тоже там что-то. Блин, я надеялся, что он приторганет немножко. Прикольно. Прикольно, спасибо, папаш. Засейвил, даже после смерти играет на команду. Это преданность делу, да?
Как песок сквозь пальцы. Итальянская бобра уехала. Итальянская бебра. Да, значит что? Не отрисовывается там. И... Там можно было, кстати, вафельницу, эту арточку посылать, но я решил уже, ладно. От башни стоит, осуждая. Не пробил кумулем своим грязным. Фу-фу-фу. Надо на днище срочно и к нему в гудок закатываться. Самое главное, елочника демотивируешь, чтобы он не ворвался и не обоссал. Куда не пробил? Какое-то интимное место. Очень вот у него как будто бы в башне не отрисовываются места пробития. Вот несколько раз я замечал такое. А, ёпты, мы это драло. Да уж, я, короче, просрал одну тычку. Бывает. Бывает. Сейчас свет врублю. В конуре. Есть контакт. Сура, привет. Здорово тебе. Здорово, здорово, здорово. Здорово. Сейчас досмотрим комменты и дальше поем. Владимир Смирнов, мое почтение. Мое почтение. А также всем трудящимся спасибо. А именно. Убийца, спасибо за 200 рублей. Вы Васисовали за 200 рублей. Две молнии, спасибо за 2 семерочки. Гринч Похититель С за 2 по 69. Чупа-чуп, спасибо за херу тучу бабла. И спасибо всем за лайки. Поехали дальше. Да. За 38 лайков на коротком стриме. Молодцы. За 32 на большом ютубовском. На большом каретном. Иван Скакун, здорово. Мирное небо, братан. Как всегда. Так. За 11 на ВК Play. Мое почтение. Мое почтение. За 23 в группе ВК. Где микро? Что с ним? Боже. Пацаны во взводе так... Да. Здесь нам придется немножечко потерпеть, так думаю. Но если там как-то более-менее оно само собой сложилось, здесь так не будет. Ну и чё? Ладно, я понял. Ждем какого-нибудь смарт-эсовца. Вот он, полетел. Да, конечно. Но я, честно говоря, я даже не догадался, что оттуда сможет это сунуть.
Поэтому я перекрыл, но не специально. Не специально. Куда Йохан поедет? Ух ты. Давай, охерели. Я, знаете, что думаю? Там Е5 сейчас разбушуется со всей силы. Меня подлагало, пацаны. Короче, он все чекает. Он на скилле, и он все чекает. Вообще грустно, кстати, вот здесь можно подсовывать. У нас еще подкалиберы заряжены, и будут фейлиться тычки в него не раз. Сюда, блядь! Здорово, отец. Здорово, Как родной. бричка? Нравится. Нравится. Не супер имба, но нравится. Я уже много раз рассказывал, что это этот шарфутюр, только во всем хуже. Ну не настолько, чтобы, знаешь, там говоришь, что он дерьмо, просто он во всем хуже. И это надо понимать. Вот так вот. Вот так вот. Блин, ну я и Вадику не особо помог. Я пятый, видимо, особо опасный преступник. Это, кстати, в крышу можно голдой мусолить. Давайте мы голдецо зарядим. Мне кажется, час пробил. Давайте мы чекнем, а то я это... А то я это того сосна. Низкий поклон, родной, за 500 рублей. Так с камнями еще сливается свинья это. Вот он специально, вот ему надо именно я. Именно, сука, я. Да, потому что он с той стороны пытался поймать, с этой. А вот так вот. Ха-ха-ха. Fuck you. И я думал, что он решит рамсануть. А, вот это я заигрался сам. Я уже сам виноват. Он еще сюда едет. Господи, Е75 оттуда контрит. Этот пес сюда едет. Шелудивый, в скобочках. И хорек, грязный недоносок тоже там. Поехали объедем. Е5 там все-таки расфестовали. Я не знаю, кого он ждет. Но он контролирует ситуацию. Он контролирует ситуацию. Вот хорек. Не пошел в жопу. Пошел в жопу тут хорек. Слушайте, как удачно в гудок к нему закатились. Красота. Красота, как выяснилось, кумулина нахер тут все-таки не нужны были. Ну и хрен бы с ним. Хрен бы с ним. Так, пошли глянем комменты. Сосна, еще раз спасибо огромное за 500 рублей. Не. Так, спасибо за 35 лайков на основной трансляции на YouTube, а также за 39 на короткой. Так. Я напоминаю, что есть полноценный стрим на канале.
в формате Shorts и в обычном режиме идет. Можно просто зайти на него, заодно подписаться и выбрать обе онлайн. Обе можно подходящую выбрать. Также есть на ВК Play, на Трова и на, мать его, группе в ВК. Поехали дальше. Здесь будем играть. Да, в какой-то момент они просто взяли, посыпали все. Арфик дырку, которую затыкал с собой, успешно освободил. Настолько, что Т-30 его, походу, даже не чекнул. Не, значит, мы тут рамсы не вывезем такие. На меня отстрелит Гуло. Да уж, ну я готов признать, что они очень круто стоят. Я так не рамсаном. Голдой бы я ему просунул, скорее всего, под колом, ясен хер, что не в эту смену. Карточка сосай. Там вот есть кандидат на расфистовочку профессиональную. Не знаю, что он, наверное, его полномочия все. Вот и Лёшка. Хорош. Ну, вообще вот его оттуда могут хотя бы начекать, да, там есть люди, которые могут этим зоне. Здесь ни хрена. Здесь ни хрена. Нож. Короче, я так понимаю, не рамсанят. Да. Давайте тайпа попробуем поймать. Закинем удочку на тайпа. Там так скорость набирать дерьмово, конечно. Ну, может, вошла. Хорошо. Не вошло ни хрена. Надо дальше искать моменты, блин. Просто чердак сорвало мальчишки. Вот и поехал. Я так понимаю, он отваливает в гагры. Нам. Оплачиваем. Оплачиваем.
Мальчишки молодцы. Если бы не они, мы бы тут уже давно пососали. Кстати, неплохонький на свет удался. За ваше здоровье Измочку. и за мое очко. Всем привет! Нагибательского стрима. Нихера себе. Спасибо, братан. Нежно и приятно. Меня чекнули. Господа, я засветился. Там где-то баба еще терпит. Я не чекался. Раньше времени начекал вот этот мусоровоз. Баха КД. И где он? Поехали агрессивно искать. Да, естественно. Ну, естественно. Надеюсь, его допяли до того момента, как я отъеду в ангар. Хорош. Но я и поехал для того, чтобы его как раз таки начекать, да, и чтобы пострелять. Но по итогу... Что-то не срослось. Поехали за ртуханчиками, мальчиками. Да ты охерел, блин. Интересно. Интересно. Так и знал. Тычка 100 лет заряжалась, и в тайминг как раз уже мыхнули его. Хорошо. Ну, такая не сильно выразительная катка, мы ни хера не стреляли. Да, хоть я и кое-как пытался. Понимаю, только разряжается. Все, он заслоился. Еще на КД его быстренько рассекретит и обоссут. Именно в такой последовательности. Отец не играл на тире 8 уровня, совет объект какой-то он там за... да, типа то же самое, что и с М. Примерно. Неплохой, но не настолько, чтобы за него жопу продать. Они молодцы, конечно, что тяжей добавляли. Вот плохо, что они кустовую херь добавили. Ублюдки будут стоять на нем до последнего в кустах. Но, видимо, надо. Стопудово уехал уже. А, нет, сидит там. Идиотина. Идиотина. Ладно. Рекомендую глядеть. Ну, вроде как поглядел, да? Поглядел или не поглядел? Страшилкин, мое почтение за озвучку. Погнали дальше. Какие-то такие бои. С утра были дерьмовые, но как будто бы получше. И как будто бы совсем невыразительные, блин.
Сначала сюда поем. Как на детской площадке разрисовал папаша. Стильный. Стильный. А уж. Ну и чё? И чё? А, пушка не опускается. Очень жаль, вот что я им скажу. Потому что... Вроде как минус 10, ну давай ты объедешь уже, едь. Так стремаешь, чтобы мне арта здесь не просунула. Кстати, вон новый тутол стоит. Дым войны 4 империй. Это мой на светик. А пошел бы ты нахуй. Ну просто с вертухи, блядь. О, я тут потел, выбирал позу. Просто ехал, дал с вертухи. Я ему даже в силуэт не попал. Здесь реально как будто бы не отрисовываются на морде эти точки пробития. Прикиньте. Зафейлили collision модель. Есть такое подозрение. Погнали. Папанька. Хорош. Блять, естественно, по мне, ты заебал. Но у тебя танк здесь стоит. А, ну, скорее всего, некуда было вкинуть, да. Может, пушка не опускалась или что. Какой-то щенячий патруль, блин. Не стреляет. А он не стреляет. Хорош. Топиться будешь? Топиться будем или не будем? Я нажал на выстрел. Только можно. Чувствую себя нытиком. Ё-моё, вот концентрация неудач таких, да? На 5 минут боя вот слишком много. Офигеть. Тут школа. Тут школа. А, не пробил, я понял. Ну, ладно, я думаю, нам стоит понять, что в этом бою ничего хорошего ждать не стоит. Во-первых, спасибо, что арта не пробила. Да. В меня запихивал. Хорош. С полувертухи тычка зашла. А вот и подкрутка. Я все еще в свету. Сейчас заряется артуханец, и я буду все еще в свету. Надо валить. Не по мне, супер. Слушайте, там борща надо промять троху, он же там кимперит. Как это борщик и без стычки там снайперит, да? Спросите, а он, да. Землю. Ну, может быть, дал. Тут ли его перепушивать, вот в чем вопрос.
Леопидор бан. Это, наверное, полиция нравов, да? Это тот, у которого лоховской камуфляж. За лоховской камуфляж не западло дать бан. Очень странно они кемперят, и очень странно, что они долго живут. Вот что я им сообщу. Так, поехали, вот здесь можно вот это сейчас стрелять. Да, Ленька того же. Не, с другой стороны, надо Емелю прикрывать. Потому что если он упадет, да, то упадут все. Если он ляжет, то лягут все. Это вот не чекается. И не знаю, кого не видят. Это просто смешно. Надо, короче, прикрывать пацанам. Хотя... Ну, ГПТ может рамсануть жестко причем. Больше-то никто и не рамсанет. Мальчишка отъехал. На с опасной позиции. Ну, окей. Окей. Помогу тебе, браток, если ты только кого-нибудь начекаешь там. Прикольно. Ну, мы по ХП вроде как вровень. Единственное, что у нас очень невыигрышная позиция, да, везде. Просто везде. Что, скорее всего, мы поедем в ангар дружно вместе. Угу. Да, прикольно, что я когда блондирую, после этого он светится. Блайндинка. Да, этот Лёшка там. Более того, он даже высвечивает. Да уж. Кепку видно. Не буду у него стрелять, пошел в жопу. Не интересует вообще. Он все время там отсидел. СС не выезжает поиграть от башни, что тоже вызывает некоторые подозрения. А еще, поскольку они в курсах, да, что Емелька откатил, я рискну предположить, что они вот скоро здесь будут. Прям очень скоро. Это не по мне тычка была. Это была тычка не для меня. Я его дернул. Лёшка меня высветил в очко, поэтому меня жмыхнули. Да уж, и ничего не буду говорить, потому что это утес. На утесе дал хотя бы один урон, уже молодец. Так, здорово, как тебе это коряга? Да, нормальный танк. Нормально. Он не бесит, потому что он попадает в танки. Не в землю, а в танки. Вот поэтому меня устраивает. Абсолютно причем. У нас там стрим идет, блядь, 6:22. Это, короче, вот этот леопард, который... Ему предлагали дать бан за то, что он снайперит.
Блин, ну разрисовочка такая у него какая-то, видите, на бортах что-то там интересно. Интересно. У него морда под наклоном, да, броня вот эта. Интересно, у кого-нибудь когда-нибудь хотя бы рикошетил снаряд в это все или не было такого никогда? Возможно, кстати, стоило попытаться уехать вот сюда вот, но, блин, в яме тут натерпеть еще хуже. Мне, наверное, больше некуда было уехать. Да. Да, ну ладно, хер бы с ним. Могло быть реально хуже. То, что всякое бывало. Могли быть просто слезки. Просто слезки. А, он просто АФК. Офигеть, он все это время не чекался, он потому что просто был АФК. Я еще погляну на карту, думаю, ё как они там живут? Вот здесь вот борщ терпел, вот он. Вот он. Немножечко не дотерпел. Не дотерпел. Спасибо за 40 лайков на коротком стриме, ребята. Мое почтение. Мое почтение. Все-таки дали вслепую этому бомжом. И в топе по урону. Ну, почти. Так что пойдет. Так что пойдет. Дым войны 4 империй. Так, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Слушайте, давайте мы зарядим кумули. И на вкаточке там проясним пацанам немножко. Блин, мне реально нравится это Бебра. На нем прикольно играть, да, с учетом того, что надо когда-нибудь будет подфармить шейкери, это вообще в самый раз. Он едет, стреляет. Что еще надо? И попадает, что самое главное. А танка, честно говоря, сильно много не нужно, да, для того, чтобы фармить. Ну, где-то вот отсюда будем диктовать свою волю. Хорошо. Чем мне нравится итальянцы, так это тем, то, что их в любую проекцию пиздишь. А, я понял. Давай, 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 папаша. Давай, давай. Точно. Я все никак не привыкну, что вот эти вот блюдки ломают вообще все тайминги, которые в игре существуют. Да. Кумулек под пиздачок, вкусно очень. Обосрал, короче, все, что можно, потому что можно было, да, там накидывать и в М103, и в его подружку на Емеле, да, где он, кстати, на центре. Ну ладно. Ласкает Anal College бой. 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 Тортянка вроде как хочет.
Да, меня опять на камнях закосоебило. Ой-я-я. Ну все, конечная. А это уже конечная. Зарядимся полностью, и надо будет опять рамсить, надо будет тортяночку как-то шевельнуть, да. Ну хотя это нереально, потому что пока его прикрывает ублюдок на Емеле. На доходяга артовод. И доходяга артовод. Не, знаете что, я, честно говоря, не оцениваю как что-то возможное, да, жмыхнуть вот этих вот еретиков. Да, жестко. Да, жестко. Не, идите вы нахер. Хорош. Это по-ковбойски заехал. Очень по-ковбойски заехал и просерил. Гудок. Оу-е-е. Быстренько на разворот. И вон туда, вот, там ПТХ терпит. Точнее, не терпит, наши пацаны терпят, а ПТХ пялит мужиков. Ну и что, ты поешь, вперед не поешь? Блять, какая вертуха грязная, господи. Ой, грязнее, чем трусики моего деда покойного. Бля. Ну это же смешно. Ну это же смешно. Соулхорни? Дик. На центре жопа. Ну-ка давайте подколы зарядим. Теперь. Ой, там вот они сушку будут пока ловить. У меня есть шанс заехать в гузло к Емельке, но опять же я на одну тычку ему. Там ЛТХ его вообще кошмарит. А все. А все. Хорошо. Да пошел ты! Блять, вот откуда? Как они это делают? Я не понимаю. Хорошо, что он меня не отстрелил ничего. Поехали, он тебя не шотнет. Но я хотя бы постреляю. Я хотя бы постреляю. Ну. И где он? На днище уехал. Он уехал на днище. Причем со всей силы, кстати. Разбился, перевернулся. Арта в днище добрала его. Fuck you. Он реально мог здесь доиграть бойчик и нормально пострелять. Вместо этого он сдох. Да, максимально бесславно причем. Пойдет. Пойдет, катка выдалась жаркой. Так. Артемка, Тёма, здорово. Здорово, братуха. Я не с тобой вчера бухим в натиск играл. Не, я вчера не играл. Мы вчера... более того, вчера натиска-то и не было. Это ру сервер. У вас, наверное, там не ру сервер. Ну, короче, вчера не должно было быть натиска. А хотя, я просто думал, что он, знаете что, да, его нет. Короче, не со мной, братан. Но если что, можно попробовать, когда он появится. Так, значит, чекнем комменты быстренько. Чекнем коммент. Короче, хер бы с ним. Давайте мы на этом закончим.
Мы поиграли в 3300 на нем, да. Поначалу было тугонько. В последнее, да, там время уже более-менее. Ну, в целом танк неплохой. Меня, в принципе, устраивает полностью. Полностью. Ну и самое главное, да, на нем можно подфармить. Оборудка вот именно такая, пацаны. Советую. Крайне подходит. Подходит. Всех обнял, приподнял. Спасибо за лайки. Спасибо за 35 лайков на основной трансляции. За 41 на короткой. YouTube, студио, Макс, здорово, родной. Спасибо за 42 на короткой. А также за 11 на ВК Play. Подписывайтесь, пацаны, на канал. Стримы каждый день. Есть, на канале есть стрим полноценный и в формате шортс. Можно просто зайти, подписаться и выбрать подходящую трансляцию. Также есть на ВК Play, на Трова и в группе ВК. Все ссылки в описании. Пока, брат Роман. Счастливо. Всем до свидульки. Пока-пока.